погружаться в тему, что-то гуглил. И, собственно, вот с терминологией я бы хотел бы начать, когда, наверное, мы еще парочку человек, пару минут подождем. И в какой-то момент я отключусь, просто я обычно это... Ну, в смысле, не отключу историю, я видео отключу, я просто буду ходить гулять, и, ну, так как, что на меня смотреть, я вопросик маленький задал, а потом ты рассказываешь, и как бы без камеры меня, на мне Мгм. сам просто это вот так. Я вижу, что люди приходят, но подождем, наверное, еще, как всегда, минут А 5. меня слушают русскоязычные, да, как я понимаю? В основном, да, мы честно сказали, что язык общения будет русский, поэтому приходят в основном русскоязычные, и они ожидают услышать русский, потому что, ам, ну, я не знаю, мне кажется, это важно, чтобы это был родной язык для там, меня и для тебя, и иначе ну, что-то может завернуться, ну, как бы смысл, завернутый в неродные слова, мне кажется, может потеряться, особенно если это такой, скажем, ну, как бы и так тема непонятная, и еще завернутая в иностранные слова, и у людей Ну может да. возникнуть Да, я какое-то бы и не ощущение, смогла ничего да, сказать иностранного. что они вроде бы понимают, но на самом деле нет. Вот пока ждем, вот в какой момент, то есть ведь у тебя, как я понимаю, ты лет 15-16 жизни говорила там, я бы не смог, да, а потом стал говорить, ну вот я бы не смогла, или там я бы смогла. Вот этот переход от Да, склонения это, себя в кстати, мужском и женском роде. да, это, кстати, сложно. Это сложно. А можно, да, уже начинаем? Ну, давайте, да, начнем с такого простого вопроса, а потом уже Ага. начнем. Так, кстати, мне никогда не задавали вопрос, как был переход с он или она, ну, в плане мыслей. Хотя, может быть, вопрос у вас и не был таким, но это очень интересно за это зацепиться, потому что, правда, меня никто об этом не спрашивал. И я помню этот момент, когда, ну, я же всегда говорила о себе в мужском роде, типа, я сделал, я то-то, то-то. Ну, Мгм. в русском языке как бы есть Да. женский род, есть мужской род, да. И я говорила постоянно в мужском. И когда я уже все каминг-аут сделала чисто для себя, я уже там перед своими друзьями должна быть там девочкой и так далее, было сложно переключиться. Сложно. То есть я могу переключиться, говорить на «сделала», но в мыслях у меня все равно, блин, надо сделать то, надо сделать это, ну, как бы в мужском роде было. Потом это как бы перестроилось, мне кажется, за какое-то время, наверное, ну, за месяц, за 2 это прям полностью Мгм. перестроилось, и уже мне было непривычно говорить в мужском роде. Вот, ну, потому что я как бы к этому располагала чисто психологически, да, и была рада этому, и все, happy end. Вот, я называю себя в женском роде, ко мне все обращаются в женском роде, и да, вот. Я думаю, это очень интересно для любого человека попробовать, скажем, месяцок, ну или хотя Да-да. бы часок, просто сделать вот такой флешмоб парти. Давайте говорить о себе в другом роде. Очень интересно, Это что мы, прикольно. что мы сможем почувствовать. Так, кстати, делают. Я довольно много раз замечала, в основном девушки, которые говорят: "Ну, я тебя понял". Я сделал. Ну, я понял, в мужском роде. Ну, это типа по стёбу, так прикалываются, но они могут так говорить. И я помню, в какой-то момент я, типа тоже в третьем лице себе говорила, типа, ну, или говорила так: "Ой", там, ну, у меня старое имя Диего, я помню, я себе говорила: "Так, Диего, ты дура, конечно". Ну, типа такое. То есть как по стёбу это можно сделать, но ты всё равно потом, если с коллегами общаешься или с более какими-то, ну, в каком-то обществе, да, где нужно там вилочку, ножик правильно держать, то ты начинаешь как бы, обращаться так, как вот ты выглядишь сам к себе. Типа в мужском либо в женском роде. Вот. А если специально это сделать, как, некий флешмоб, да, это будет круто. Ну, не флешмоб, это как называется? Ну, типа, Интересно, насколько притянется гендерный стереотип, вот если я скажу, ребята, очень вкусно, я сейчас покушала, потом я да? собираюсь пойти, мне очень понравилось, было здорово, я поболтала с друзьями. Что еще я почувствую? Что я почувствую? На Почувствовали я самом что-то, что я деле не чувствовал?
по моим ощущениям, мне лично кажется, я могу это предугадать, будет самому сначала неловко, потом вы привыкнете к этому, но людям будет неловко. Но если люди вокруг вас тоже так начнут делать, то эти половые границы сотрутся, и, грубо говоря, будет, как в английском языке, типа особо без рода. Вот, типа, ну, просто, типа, я это сделала, сделал, и как бы особо не важно. Может быть, это как-то Мгм. деформируется в какое-то среднее что-то. Вот. Да, в английском языке просто she or like he, she, это один и тот же глагол. То есть это вообще должно быть отдельное исследование, тема пола вот, в таких языках, где нет склонений, как Мгм. в русском, И, да. кстати, я заметила, я же изучаю этот вопрос не только в плане трансперсон во всем мире, но и языки. Меня всегда привлекали языки. Я вообще ни один язык нормально не знаю, даже русский свой, на котором общаюсь очень часто, не так ударение, ну, как из деревни как будто. Ну, нормально, я к этому привыкла. Суть в том, что я заметила, что в языках, где есть склонение, ЛГБТ не так сильно развито, а где его нету, оно более типа лояльно. Да. И по грубости звучания, тот язык, который более грубоват, там более такие жесткие люди, немножко твердоваты сами по характеру. А там, где язык более мягкий, мелодичный, то там как раз-таки к ЛГБТ-персонам. Я не знаю, как это взаимосвязано, но это как-то взаимосвязано. Вот. Латышский считается очень певучим языком, кстати, мы в Латвии просто находимся в Мгм. основном. Да, это Вот-вот-вот. очень интересно. Да, вот эти славянские языки и какие-то языки Да. гендер-нейтральные. Окей, я думаю, что мы уже дали 5 минут всем, чтобы прийти. И Мгм. перед э, э, с нами, я не знаю, как я должен как бы представить, гостью с нами София, вероятно, это самый популярный трансгендер постсоветского пространства. О, боже мой. И, и вот представляя, вот делая такое представление, хочешь сразу же разобраться с терминологией. Вот я вот как айтишник сейчас расскажу, что я считаю, а ты меня исправишь. Мгм. Я как бы как на экзамене, я такой, как говорит, average Joe, такой, Мгм. который слышал звон, и вот и теперь вот у него в голове что-то звенит. Я понимаю так, например, трансгендер и транссексуал. Вот если бы я бы сейчас, например, сказал бы, знаете, я хочу поменять физический пол и стать девушкой, я бы был транссексуалом. Как говорят, трансгендер – это когда человек, он чувствует другой гендер, и он как бы его меняет. Вот, то есть тело изменяется, но причины, как я понимаю, разные. Там, условно говоря, у условного там, транссексуала и трансгендера. Правильно ли это? Или это полностью синоним? Или есть какая-то разница? Есть разница, и, ой, там на самом деле вообще, я не из тех людей, кто бы полный ответ дал на этот вопрос, к величайшему сожалению, и, кстати, странно, да, потому что терминологий просто множество. Единственное, что касается именно трансперсон, то есть не будем все ЛГБТ+, да, о них говорить, а именно про трансперсон, то трансгендерная персона – это как бы главное понятие, а дальше идут ответвления. То есть в зависимости от того, сделал ты операцию, не сделал на гормональной терапии, не на гормональной. Вот. И транссексуал считается тот, который уже полностью сделал переход как документальный, как гормональный, так и хирургический. Да, то есть если я бы сделала хирургическую смену пола, то есть там, понятно, да, вот, Мы vagina, поговорим еще про это. да-да-да, Так-то непонятно, да, честно говоря, но мы поговорим. конечно, то я была бы транссексуалкой. А так как я еще операцию не сделала, я просто на гормональной терапии, у меня даже документы еще не сменяты, но я в обществе Софи Беридзе, женщина, и я так себя позиционирую, никак по-другому, то я трансгендерная девушка. Конечно, есть еще какие-то терминологии, я их не знаю, в них не углубляюсь, потому что, ну, запутаюсь. И все запутаются. Хотя это нужно, мне кажется, знать, потому что как некая толерантность, мне кажется. Но в основном, да, трансгендером можно называть вообще кого угодно из трансперсон, да, трансгендер, потому что это главное название. Но в основном она говорит о том, то, что ты на пути к смене пола. Вот. Мгм, мгм, мгм. Вот, например, эти там drag queens – это мужчины, которые одеваются классно в эти в Вот. наряды. Это не трансгендеры, они просто Это на ночь, навечно. трансвеститы. Это другое, да. Трансвеститы. Они пол не Как меняют. сложно вы говорите это слово, да? Трансвеститы, ладно.
Да, Скороговорка. травести дивы, актеры. Травил Это просто... трансгендер трансвестита, да не потравил. Отличная скороговорка. Ага, ой, ну, как-нибудь после мы про скороговорим. Вот, что касается трансвеститов, очень много людей даже до сих пор мне пишут в Инстаграме или еще в каких-то соцсетях, то есть в день, ну, по 2-3 раза точно, то есть в день, не через день даже, что неужели трансгендеры и трансвеститы это что-то разное? Ну, потому что я в сторис часто упоминаю какие-то названия, термины, и люди путаются. Трансвеститы вообще никакого отношения к трансперсонам не имеют. Потому что в основном трансвестит, это, ну, более корректно называть травести дивы, да, это актеры. То есть это когда человек просто переодевается в одежду противоположного пола, и чаще всего это очень утрировано, драматично, то есть это прямо вот так вот брови вверх, то есть неестественно для публики, да, для того, чтобы тебя из там километра было видно, слышно и так далее. Это в основном мужчины в Задача. женщин или женщины в мужчин тоже? В основном, Травести. мужчина в женщину. Очень редко бывает, чтобы женщина в мужчину, но такое бывает. Допустим, если женщина хочет Чарли Чаплина изобразить, да, нарисует себе усики, то это, да, считается травести уже. Но даже многие женщины, они все-таки переодеваются в драг-квин, то есть в женщин. То есть женщина обычная переодевается в женщину драг-квин, то есть это вот так вот брови. Это как бы вот Сгущенное именно... такое. Да, это типа для народа, это никак не имеет ничего общего с геями, с лесбиянками, то есть сексуальным предпочтением, и никак с гендером, да, то есть трансперсоны, они могут также быть и геями, и лесбиянками, и травести-дивами, или просто бисексуалами, или гетеросексуальными людьми, да, то есть, ну, то есть такое. Да. Вот, просто трансперсоны это совершенно чуточку отдельно, нужно это прям сильно отделять. Если транссексуал и трансгендер это что-то вот вместе, то трансвестит это другое, это травести. Но у трансвеститов есть тоже некое ответвление, допустим, кроссдрессеры. Я точно, может быть, немножко ошибаюсь в терминологии, но это люди, которые переодеваются в противоположный пол и от этого возбуждаются. То есть это уже имеет сексуальную подоплеку. У травести нету сексуальной подоплеки. То есть когда травести дива переодевается в женщину, то есть мужик переоделся в женщину, чтобы рассмешить народ, у него писька от этого не встает, он не возбуждается. Но ему просто нравится, он как клоун некий, но просто Перформанс. красивая клоунесса. Типа такого. Вот. Прикольно, да? Открыла какие-то врата. Это просто открывает вот массе людей дорогу вот в трансвестита. Так ты думаешь, трансвестит, боже мой. А так это просто смыл косметику и опять не трансвестит, Ну да, да. получается. У очень Это, многих травести персон есть, у них обычная классическая семья, то есть это мужчина, который переодевается, да, в женщину, у них прям жена, там 2 детей, все хорошо, любят друг друга, и иногда даже жена участвует в этих выступлениях. То есть такое очень часто можно встретить. Вот. Окей, еще одна штука, я когда гуглил, мне выскочило интерсексуалы. Это, как я понимаю, люди, родившиеся, условно говоря, с пенисом и с влагалищем. То есть с маткой и с яичками одновременно, но в разной форме развитости. Да. Я точно, смотрите, вот по поводу интерсексуала и так далее, честно, не знаю. Я бы это назвала, наверное, гермафродитизм. Да, вот Или, там может так быть, же и было, да. Андрогинность, гермафродитизм, вот да. вот там вот они все Это были можно, есть синонимами. 2 типов. Есть наружная, да, вторичных половых признаков, а есть, ну, внутренняя, первичных, первичных половых признаков. В чем разница? Типа это я, как предполагаю. Андрогины, то есть интерсексуалы, если вы точно, да, не ошибаетесь, если смотрели, потому что я могу ошибаться, о чем вы говорите. Да, такое бывает. Это отклонение, разумеется, это, ну, нечаянно так получилось, потому что изначально в утробе матери пол ребенка, он же не сразу во время зачатия происходит, да, когда появляется зигота. Ни в коем случае. То есть должно происходить определенное, ну, разделение клеток, и где-то там то ли на 3-й неделе, то ли на какой-то уже определяется пол. И пол определяется определенными наличиями гормонов или к их, так сказать, резистентности этих гормонов. Я не знаю, как перефразировать более на нормальный лад, но типа насколько этот эмбрион
эмбрион реагирует на тот или иной гормон. От этого и будет зависеть пол ребенка. Но условно, точнее, заранее все дети женщины. Изначально у всех детей, у всех эмбрионов до того, как понять, какой будет Да. пол, это девочки, то есть это с яичниками. И дальше, если эмбрион реагирует там на тестостерон, на дигидротестостерон и так далее, то у него эти яичники отпускаются, получаются яички, и ну, типа мини-пенис и так далее. Вот, и тогда получается мальчик. А в момент, именно вот в этот момент формирования, там на 3-й неделе или там на не помню как точно, может быть, я ошибаюсь, но в какой-то из этих дат развития эмбриона, в период, когда вот именно пол должен определиться, сдается, ну, делается некий сбой. То есть там вроде бы матка создается, а вроде бы яички отпускаются, да? То есть вроде бы там что-то еще происходит, вроде что-то еще, то есть непонятно. Но интерсексуалы, то есть андрогенность и так далее, природная, она не относится к трансперсонам. Потому что мы, трансперсоны, рождаемся исключительно, ну, нормальным, грубо говоря, да, в нормальном полу, господи. То есть, получается, я изначально родилась вообще здоровым парнем. То есть XY хромосома, то есть мужская, да, если что, на минуточку, у женщин это 2 икса хромосома, а у мужчин XY. Y от отца идет. Вот, у меня вообще все обычно мужской организм. Но, как говорят биологи, ученые, Сапольский, кто знает его, очень крутой вообще чувак, который вот разбирает вот эту вот гендерную дисфорию, геев, лесбиянок, что как, то у трансперсон отличается мозг. Мозг просто принадлежит другому полу, а тело принадлежит вот этому полу, вот, природному. Это надо погуглить. То есть они каким-то образом, у них есть определенная доктрина на тему того, что у мозга может быть пол, да? Ну, то есть там какие-то доли более развитые и прочее. Да? Вот это точно ответить не могу, но рецепторы, то, как реагирует мозг, да, он типа женский у трансперсон, ну, как у меня, да, МТФ. Есть ФТМ, есть МТФ. Отличие в том, что МТФ man to family, из мужчины в женщину, family to man, из женщины в мужчину. Я вот МТФ, трансгендерная персона, из мужчины в женщину. Вот, хотя мужиком, условно, никогда не была, вот, мальчиком максимум, да, вот, отречься, юношество. Вот. Что хотела сказать? Да, типа так. У геев и у лесбиянок, кстати, точно та же тема. У них как бы принадлежит их полумозг, но рецепторы, которые отвечают за возбуждение, возбуждаются только на тот пол, которым они являются. Да. Как бы и от это не другого является пола, сбоем. Да, но это не является сбоем, это не является какой-то плохой мутацией. Вот что касается интерсексуалов, то да, там уже на первичных половых признаках идет некий сбой. Это ничего страшного, это исправляется, от этого люди не умирают, то есть это нормально, это даже прикольно, ну типа ты можешь то и то иметь. Вот, на организм, как бы организм интерсексуала уже расположен на то, чтобы иметь такие органы уже с самого рождения. Если нам внедрить такие органы разные, то наш организм как-то подумает, типа, что ты делаешь со мной, получит стресс. Вот, типа такого. Да. Ну это Ну, сложно, блин. У них там, я читал, вот эта другая тема, у них принудительная операция, типа вот показать, то есть родители вот такие родились, о май гад, у мальчика началась менструация вдруг, идут к врачу, врач говорит, надо срочно это ликвидировать, а то там потом злокачественно, а потом ребенок говорит, блин, а я хотел быть тем полом, которым меня Вот, это ликвидировали, очень меня не сложно. спросили. Меня не спросили, такая потом жизнь. Окей, дорогие коллеги, есть ли у вас вопросы по терминологии? Или вы гуглите? Честно, слишком много профессиональной терминологии, я уже запутался. Да, я сама немножко путаюсь, я как-то хочу упростить. Надо упростить. Ну, я читал, в Фейсбуке уже 70, есть 70 вариантов. То есть если man или woman, а если другое, там список 70 вариантов. Я туда даже не заглядывал. Думаю, разберусь с тем, что на слуху. Много. Там эти небинарные, или такой, или sapiens, какой-то вопрос мы получили. Да, не будем углубляться, это да. Хорошо. Следующий вопрос, вот исходя из того, что люди спрашивали. Людей интересует два аспекта. Один чисто физический,
другой душевно-духовный. Может быть, мы могли бы это разбить на две части. И ты могла бы путешествие своего тела, ну вот от, условно говоря, где родилась, как вот развивалась, и потом трансформации. То есть там ведь это же и операции, и вот это вот, ну вот как, скажем, история тела, а потом, если можно, вот история души, когда по телу все вопросы будут понятны, чтобы эти вещи разделить. Они, конечно, абсолютно вместе друг с другом, но просто чтобы как-то сфокусироваться вначале на более простом и измеримом, и втором очень тонком, неизмеримом, эмоциональном. Хорошо, так, мне с чего начинать, точнее, конкретнее, что мне нужно? С тела. Если можно, с тела. Вот ты родилась, и вот, как ты говоришь, была обычным здоровым мальчиком. И окей, вот эти все переживания, это мы обсудим дальше. А вот что потом с этим телом, в какие года стало, что с ним приключаться, какие приключения, скажем так, оно пережило? Ну, И конечно, какие ему еще предстоят? Да, 2 или 3 самых главных приключения. Первое — это когда резко рост начался, да, там в детстве, 8 лет вот выросла. Второе приключение — это пубертатный период, как и у всех, да, это там прыщики, гормоны бурлят. А третье — это когда я уже начала меняться, то есть я полностью меняла свой гормональный фон. Начнем с того, что, да, у меня было обычное, типа, мальчиковое тело, я родилась, типа, обычным каким-то очень здоровым мальчиком, ну да, вот, но что касается моего поведения, все всегда понимали, что там эта девочка, я вела как девочка себя. И я, кстати, заметила, что у очень многих трансперсон есть память детства. То есть очень многие люди забывают свое детство, там 1-2 года, а почти все трансперсоны, как и я, помнят там 3 года, 2 года и какие-то моменты, как, грубо говоря, вот меня кормила мама. Я прям помню, как я сосала эту грудь, ее укусила, а потом мне мама рассказывает, что она, ну, сейчас, типа, перестала меня кормить грудью, потому что я ее укусила. Но откуда я это могу знать, да, помнить? И, может быть, это из-за стресса или из-за чего-то запоминается. Я думала, что это я одна такая, но когда знакомилась с разными трансперсонами, оказывается, они тоже все так свое детство знали. Помнят очень прям вот с раннего-раннего, очень прям детально. И я помню, что я всегда росла там до пубертатного периода, да, до 14 лет, нормально, как и все люди, потому что у девочек, у мальчиков не особо сильно отличается тело. То есть оно тело там до подросткового возраста, до всплесков гормонов, оно одинаковое. И я не особо комплексовала. Единственные комплексы, это 2 было. Первое — это костюмы, в которые меня надевали мужские, меня они прям бесили. И второе — это прическа, это постоянно короткая прическа. Если у меня волосы вот до сюда вырастут, все, это прям в парикмахерскую, это прям огромные крики, боль, угрозы того, что мне сейчас отрежут ухо и так далее. Вот, поэтому до сих пор, когда Ты я родилась режу... в Грузии, да? Или в Нет, России? нет, я родилась в Москве, выросла в Москве, то есть я вообще, ну, типа, не москвичка, но в Москве, но вся моя семья, ну, мама, папа, да, сестры у меня тоже старшие родились в Москве, если что, у меня 2 старшие сестры, разница в возрасте 10 лет, я самая младшая. Мои родители, они чистые грузины, но они еще грузины-мусульмане, что сверху накладывается, да, это жестко, в какой семье я родилась, интересно. Вот, в семье, как сказать, консервативной довольно, наследников. Вот, мой папа наследник, и я, получается, как бы его единственный наследник, ну, то есть 2 старшие Мальчик, дочки. да. Да, и папа очень ждал просто сына, а мама у меня инвалид, она все роды у нее через кесарево было, до меня вообще там выкидыш, и маме нельзя было рожать 3-го ребенка, и когда она рожала, по итогу узнала, что мальчик, она, конечно, я выношу, рожу, и на операционном столе ей сказали, типа, либо ребенок, либо вы. Я там захлебнулась внутриутробной жидкостью, и она сказала, типа, ребенок. Она, то есть она вот живет ради отца. То есть она хотела сына подарить отцу, а на свою жизнь вообще наплевать. Готова была умереть. И тут получается, ну, такая ситуация, да, то есть это я часто ее вспоминаю, говорю, потому что я тоже человек, я знаю, как это выглядит со стороны, очень необычно, да, когда ты настолько ждешь вот этого золотого щенка, этого ребенка, сына, там такое застолье было. У нас у папы такая вот камера была
была аппаратура на кассету, у нас до сих пор хранится. Да, как родились мои сестры, и когда родилась я, там весь район, просто половина Москвы, там такое застолье было. И я помню эти тосты, чтобы у тебя был великий футболист. У меня папа тренер по футболу. Да, у меня папа тренер по футболу, и он мечтал просто сам быть футболистом. Он меня вел на футбол, учил этому футболу, прям бесит. И меня назвал в честь своего любимого футболиста Диего Армандо Марадона. Да, да. Ой, просто, ой, я сейчас спотнула, сама вспоминаю, думаю, господи, какой ужас. Так вот, и да, и тут получается вот судьба. Вот такая вот судьба у моего отца иметь 3 дочерей. Вот, сука, вот будешь иметь, простите за мат. Да, вот такая вот ситуация. И с чего мы говорили, да? Я И вот спокойно первая себе жила. трансформация. Волосы. В паху волосы. Вот, Член вот, растет ой, это не по дням, а вообще, по это вообще. часам. На В письку я подмышках. никогда особо не обращала внимания. Мне всегда казалось, что у всех такая же писька, как у меня. Ну, у девочек, у мальчиков, типа. До того момента, пока я не увидела, как у девочки выглядит. Это было так страшно, это ужас. Я такая, у тебя проблемы? Ну, типа, ну да, да, да. Потом, разумеется, интернет появился, я там все по фоточкам, по видео увидела, как все происходит, да. И, ну, меня все равно не смущало. Ну, как бы, я одеваюсь в мужскую одежду, я, типа, мальчик, и все нормально. Вот здесь наступает пубертатный период, когда у меня начинает вырастать кадык, широкие плечи, рост, 43 размер ноги, да, из 37-го такого маленького, ну, лицо, то есть становится более мужским, бакенбарды какие-то появляются, ну, волосы на теле не скажу, прям сильно росли, ну, ноги, понятно, волосатые, я на ноги вообще не обращала внимания, волосатые, ну, я спокойно себе жила, но я понимала, что что-то не то. Я всегда, не то, что не то, я всегда знала, что я девушка, я всегда знала, что я женщина. Я очень часто рассказываю такую историю. Недавно я начала рассказывать, потому что это было мое желание, и о желаниях лучше не рассказывать, да, чтобы они сбылись. Но это желание сбылось, я стала девушкой, теперь я могу о нем рассказывать. До примерно 14 лет в течение всей своей жизни, каждый раз на дне рождения, перед тем, как задувать свечи, я загадывала уснуть и проснуться девочкой. Уснуть и проснуться девочкой. Это было, когда падала звезда, надо было загадать желание. Это было, когда на Новый год нужно шампанское выпить. Я писала всегда скрытно ото всех на бумажке, что я хочу уснуть и проснуться девочкой и сжечь это. Это было мое желание с самого детства, и никогда другого желания я не загадывала. То есть это было с самого вот детского сада. Я помню, как в детском саду первый раз отмечали там с тортом, это я помню, с тортом, уже не важно. Вот, загадывала, все, я проснусь, буду девочкой с длинными волосами, и мама меня как-то там назовет. Вот, ну что, ну такое. И да, потом в 14 лет я поняла, что это все бред, Санта-Клауса не существует, и перестала загадывать такие желания. Я уже о деньгах думала, о бизнесе и так далее. Вот, и когда этот пубертатный период наступил, я стала падать в стресс. Это вот было 14 лет, и я смирилась с тем, что я до 18 лет не доживу. То есть мне всегда хотелось иметь как-то более женские черты, грудь. То есть у моих сверстниц уже давно, у них же пубертатный период раньше происходит, подростковый возраст, да, у девочек там грудь растет, все дела, у мальчиков чуть позже. И я смотрю, у девочек уже грудь растет, длиннющие волосы, которые я уже смирилась, что никогда не заимею, потому что меня родители будут, походу, до 30 лет просто убивать за длинные волосы. Вот, я уже с этим смирилась. Но там грудь, там такая попа, талия. Очень многие меня спрашивают: София, а ты разве вот никогда не видела очень красивую девушку, вот прям в твоем вкусе, чтобы захотеть ее? И я думаю, знаете, как я смотрела? Вот, максимально красивая, сасная, прям такая, прям с талией, все. О боже, как я ей завидовала, как я хотела такую же талию, такую же попу, такую же грудь, господи, такое же лицо махенькое, тонкую шею. То есть, ну, я именно мыслила так. А что касается сексуальных предпочтений, я только на мужчин смотрела. Но здесь нельзя зацикливать внимание, потому что есть трансперсоны, которые, ну, гей-лесбиянки, как я говорила, да, я просто являюсь гетеросексуальной, трансгендерной женщиной. Вот, то есть мне нравятся мужчины, будучи женщиной, которой ранее была я вот мальчиком. Можно так считать. Да, и, ну, вот так вот. Я раньше думала, что, может быть, я гей.
Ну, типа такого, да, может быть, я просто мальчик, Мгм. которому нравятся мальчики, но нет, я хочу быть девочкой. Но я тогда не знала терминологию трансперсоны, я не знала, я думала просто, я какой-то странный гей. И все геи, наверное, хотят быть девочками, все. Вот я тоже так думала. Оказывается, нет. Типа парни геи, они просто, ну, им нравится быть парнями, они любят качаться, либо, может, худо Да-да. выглядеть аристократично, но без груди. Ну, типа, вот такого. Ну, я этого не Да. знала. И в 14 лет я такая думаю, ну все, до 18 точно не доживу, покончу жизнь самоубийством, а пока поживу для себя. Ну, я очень юмористичный человек, и я такие вот вещи о смерти всегда через юмор провожу. И я прям вслух в небо смотрю, ну, что, боженька, до 18 лет не доживу? Ну, отлично, как-нибудь. Ну, потому что я понимаю, что я буду к 18 годам, я буду ого-го уже мужиком. Ну, Мачо. так как я да-да-да, потому что я ж из кавказской семьи, у меня все-таки вот оволосение на теле, вот это вот, ну, 43 размер ноги в 14 лет. Ну, как бы, это понятно, да, 1,75 м. Я прям в дядю своего пошла, который 2 метра ростом, имеет 47 размер ноги. То есть и нос у меня был раньше такой же, точно как у моего дяди, прям вот этот с горбинкой. Я просто сделала 2 раза ринопластику. Я думаю, блядь, я буду как дядя Мевлуд. Ну ладно, точно до 18 лет не доживу. А он такой красавчик, он прям красавчик. Но нет, этого тела я никогда не вынесу. Точно. И что получается? Потом в 14 лет, я помню тогда канал MTV, ходила, я что-то смотрю его, смотрю, там какие-то песни, и получается, там была какая-то статья про какую-то девушку из трансперсоны, да, трансгендерная девушка, которая выиграла конкурс «Мисс Вселенная». И когда она из Канады, и когда узнали, что она трансперсона, ее дисквалифицировали. Кому вот принадлежит этот конкурс, да, директор, мужик. Вот, ее дисквалифицировали. Я помню, это было до 2006, до 2008 или там 2006, ой, не помню, короче, какого-то года. Почему? Потому что после нее были очень жесткие митинги в Америке, во всем мире, очень сильные митинги, и потом, именно после этих Мгм. митингов, запрет на участие трансгендерных персон в «Мисс Вселенная» среди обычных девушек отменили. Раньше был такой запрет. Просто Мгм. когда она поучаствовала, Мгм. она выиграла, ну она прям красотка из Канады. Потом узнали, что она трансгендерная девушка, ее дисквалифицировали, это посчитали как, ну, нельзя, вышли митинги, да, дискриминация, Да. все дела, и все, запрет сняли. И вы представляете меня, 14-летний мальчик, который, ну, чувствует себя, девочка в теле мальчика, которая уже Мгм. смирилась с тем, что умрет, до 18 лет не доживет, несчастлива вообще никоим образом. Да, конечно, детство у меня было хорошее, но я не чувствовала его так, как все, как хотела бы. И просто я вижу вот это, и я понимаю, что трансперсона, я что-то узнаю. И в этот момент я понимаю, Есть о свет. боже, у меня есть шанс жить дальше, у меня есть шанс. И тут у меня пошел разбор интернета. Я искала в поисковике все, что только можно, связано с трансперсонами, с гормонами, с психологическим принятием, каминг-аутом, то, как гормоны влияют на организм, референсные значения. То есть я это изучала 2 года, до 16 лет, там, 17, да, как раз-таки в тот момент, когда я решила сделать уже каминг-аут. 2 года я это изучала, и можно сказать, что мне спокойно можно было идти в эндокринологи. Я все знала очень хорошо. Да, ну, из школьных предметов самый лучший у меня была биология, химия. Я прям очень круто, ну, то есть могла стать врачом спокойно, потому что реально это все изучала. Вот 2 года. Не было ни одного дня за 2 года, чтобы я не зашла в интернет и не потратила 2, там, ну, какой 2, там, от 3 часов что-то касаемо темы трансперсон. Вот не было такого за 2 дня. То есть я каждый день сидела, читала, читала, читала. Разумеется, по большей степени мне было очень интересно, как там изменяется тело на гормонах. Я это все узнавала, прям радовалась, какие есть минусы, плюсы. А дальше я узнавала момент, как признаться родным, к чему готовиться. И Мгм. я не была Мгм. готова рассказать о себе в 14 лет, в 15 лет и в начале 16 лет. Я не была готова, потому что боялась. И в какой-то момент я понимаю, что мне нечего терять. Мне нечего терять, пойду я начну гормональную терапию, пока не буду никому говорить. Посмотрим, что будет. Я начала гормональную терапию. Первые мои гормоны, покупка гормонов, это вот с такими трясущими руками. А вдруг меня не купят, скажут наркоманка. В смысле, мальчик покупает женские гормоны? О боже, о что? То есть я зашла
в поликлинику, говорю, зашла в аптеку с дрожащими просто руками, с каким-то, с дикими глазами, потому что я боялась, просто очень боялась, что не продадут, и я так, ну, все такое. Кстати, а какой был звоночек для того, чтобы пойти в итоге в аптеку и реально купить гормоны? Это ночью, я такая лежу в кровати, держу свою шею, и я чувствую, кадычара лезет, такой кадык. Ну, то есть буквально за пару суток он у меня вырос очень сильно. Это как раз-таки пубертатный период, вот 16 лет, вот так вот просто. Такой кадычара вырос. Я его как почувствовала, все, у меня в холодный пот. Я сказала, срочно надо покупать гормоны. И я ждала, вообще не спала, я пила кофе, я уже не хотела спать ночью. И я ждала утра. Ближайшая эта аптека, когда открывается, увидела там в 9 утра. И до 9 утра, вот самой ночью до 9 утра я ждала открытия аптеки. Она открылась, я выбежала, купила вот судорожно гормоны, пришла домой, и я их когда намазала, это были тогда трансдермальный крем, просто крем. То есть я тогда не таблетки принимала, а крем мазала. Намазала крем с эстрогеном, и, о боже, в этот момент на меня надеваются розовые очки. По факту в твоем организме сейчас ничего не происходит, ты просто принял таблетку. Ты это не почувствуешь. Это нужно через какое-то время, да, накопительный эффект и так далее. Но это было для меня как какой-то наркотик или что, я не знаю, первый раз попробовала бургер, что ли. То есть это прям вообще, я уже подумала, все, я Моника Белуччи. А на самом деле, господи, парень Диего, 1,75 м, такой брутальный, красивый, который сейчас Намазался думает, что кремом. он уже, да, он уже соска. И на самом деле это можно заметить почти у всех трансперсон. Все трансперсоны, которые только начинают принимать гормоны, они думают, все, они выглядят очень красиво. И мы таким образом наблюдаем на улице 2-метровых мужиков с бородой, которые называют себя Аленушка, да, с помадой на губах и с платьюшком. Вот, да, у меня, грубо говоря, почти то же самое было. Я была мальчиком, который приходит в школу и говорит, а вы знаете, называйте меня Леди Ди, типа Диего, первая Ди, вот эти все слова и так далее. И да, это ужас был. На самом деле я всем трансперсонам советую, всегда говорю, ребят, вы когда только начинаете принимать гормоны, я понимаю, что на вас розовые очки вот это вот надеваются, но успокойтесь. Вам нужно как минимум полгода для того, чтобы поменяться. У меня произошла такая ситуация, что я примерно через 3 месяца после начала гормонотерапии у меня уже начала расти грудь, я начала как-то меняться, и я не могла скрывать уже грудь свою и по дому, и мне надо было как-то признаться в этом. То есть я своим школьным ребятам уже призналась о себе, все начали надо мной издеваться, но мне все равно. Я не была в школе изгоем, я, можно сказать, была тем человеком, над которым всегда хотели издеваться, но я давала отпор. Я давала такой харизматичный грузинский отпор. Типа словесно, очень красиво, там я вашу, там эту семью и все дела. Вот, и да, меня как бы боялись, потому что я всегда ответить могла, поэтому меня как бы оскорбляли, но мне было все равно. Вот все равно, я пошла по своему пути, по своему счастью. А ваше счастье в ваших руках, я к вам не лезу, до свидания. Вот. И я потом рассказала друзьям, их ответ был принятие неоднозначное, по итогу они меня не приняли, но когда я им рассказала, прошло там месяц, и я их не видела. Я решила, что надо рассказать родителям. Наверное, меня друзья приняли. Я же не знала, что они решили для себя меня не принимать. Я тогда думала, приняли, но просто где-то там гуляют сейчас без меня. И я такая думаю, надо рассказать родителям. Сначала рассказала сестре. У меня сестра, она очень лютая гомофобка. Она прям такая из тех девушек, которая всегда рейвила, рок слушает, вся в татуировках. У нее парни типа... Друзья одни парни, все такие гомофобы, то есть всегда, когда меня видели, говорят, а что у тебя брат как баба ведет себя, постоянно. И она это мне передавала, чтобы меня как-то задеть, меня это, разумеется, злило. Чтобы она думала, что это... Да. Да, мотивировать, конечно, меня так родители мотивировали, когда в Грузию отправляли к дядям строить дома и заборы. Я цемент месила, я строила дома, вот дай мне кирпичи, цемент, всякую аппаратуру, я построю 2-этажный дом с фундаментом и сделаю заборы, я это могу сделать. У меня, кстати, что, после пацаны, этого... слышали? Пацаны на канале, вы можете дом построить,
Кстати, это очень увлекательно. Вот как начнешь, и пойдет. Это как с ремонтом. Демонтаж делаешь, монтаж, прям какую-то мозаику собираешь. Короче, это интересно на самом деле, но очень грязная работа, и мышцы на этой работе очень сильно растут. Но это была не моя тема. Хотя в какой-то момент я такая смотрю на мышцы, о, все будут довольны, да, ну типа такого. Вот. Ну да, да, все меня хиленьким называли, а тут я такая резко накачалась, прихожу в школу, все таки вау, вау, боже. Ну, конечно. Вот, о чем я говорила. Сейчас улетаю в облака. Каминг-аут родителям. Друзья думала, что Да, приняла, но не приняла. Сестра гомофобка. И вот вроде уже да. круть говорит Сестра, сама за себя. разумеется, когда я говорила сестре, это моя самая родная сестра, у нас две старшая, одна там съехала уже, она самая старшая, а со средней я до сих пор как бы жила. И со средней сестрой у меня такая тесная связь, то есть с самого детства я спала всегда с ней, то есть никогда не засыпала без нее, то есть она как моя нянька всегда была, постоянно меня с ней оставляли, у нас прям такая очень сестринская любовь, и она вот меня всегда задевала, и тут я ей говорю, типа, я хочу тебе в кое-чем признаться и так далее. Она сразу подумала, что, типа, гей, ну, скажи, ты гей? Мгм. Нет. Ну, как бы, я такая, ну, по факту мне нравятся парни, да, но типа нет. Я начинаю ей очень сложно, натянуто, как-то издалека рассказывать, потому что сразу не может сказать: привет, Диана, меня зовут там по-другому теперь, я трансперсона. Она типа, what? Не поймет. И я ей рассказываю, она вся в слезах, она прям просто рыдала, я с ней тоже рыдала, и она, короче, сказала, я не знаю, как тебя приму, надо рассказать срочно родителям. Я говорю, нет, 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 не сейчас. Она настаивала, чтобы рассказать родителям. По итогу через неделю, в течение недели, через неделю мы рассказали родителям, но в течение этой недели она избегала меня, пока родители это не понимали. В смысле, она просто передо мной захлопывает двери, очень грубо со мной общается, постоянно плачет, в депрессию входит, какими-то намеками родителями что-то намекает, типа, обратите внимание на своего ребенка и так далее. И потом я просто слышу, как моя мама плачет на кухне, и она находится с сестрой. И я понимаю, что она, походу, ей начала говорить. Ну, они как-то начали сплетничать на тет-а-тет и что-то вот говорить. И я думаю, надо взять силы в руки и рассказать папе в этот момент, да, чтобы папе не мама рассказала, а я сама. Ну, папа сидел у меня в комнате, в компьютере, играл в косынку, вот это вот, в карты. А я такая подхожу, пап, нам надо говорить, поговорить, да, серьезно. Ну, мы такие начинаем говорить, я вот типа намекаю, видишь, там мама плачет, это вот Диана ей тоже рассказывает, сейчас расскажу. Папа, разумеется, вот так вот сжал подбородок, типа он нужно настраиваться. На самом деле, хочу вот немножко предисловия. Ребят, суть в том, что родители всегда понимают, что с ребенком что-то не так. То есть, если человек гей, лесбиянка или трансперсона, то это видно с самого детства. Очень многие Мгм. родители что делают? Они закрывают на это глаза, думая, что ну, перерастет, ну, подростковый возраст, ну, это всего Мгм. лишь там как бы веяние моды, да, типа такого. И это самое ужасное. Если ты видишь в своем ребенке что-то какое-то, что-то не похожее на обычное, это нужно разобрать, не закрывать на это глаза. А мои родители это как бы люди сабдеповского типа, то есть в СССР воспитывались, довольно консервативных взглядов, и они пытались это не пресекать как-то жестко, хотя некоторые родители, подобные Мгм. как моим, пресекали это, допустим, избиением каким-то, да, меня нет, на меня просто, ну, типа, перерастет, типа такого. И, разумеется, когда я рассказывала папе, говорю, пап, нам надо серьезно поговорить. Он слышит, что мама там плачет, он спрашивает, а что мама плачет? И я говорю, ну, как бы там Диана ей рассказывает историю, это моя сестра Диана там рассказывает ей историю, вот я тебе тоже сейчас на эту тему хочу поговорить. То есть я его настраиваю, он понимает по моему голосу, что разговор будет серьезный, и он уже понимает о чем. Что я сейчас Мгм. скажу, что мне нравятся парни, да, ну типа а-ля гей. То есть они уже все были готовы к этому. Они в Мгм. течение всей жизни, пока наблюдали, что я надеваю колготки в 3 года, думая, что это мои волосы, постоянно не любя женский спорт, а принося постоянно куклы домой, да, и, дружа только с девочками, они понимали, что, ну, готовились к этому. И вот Мгм. папа сидит, слушает, я ему говорю, пап, ну, вот такое-то дело,
Я точно не помню этот разговор, потому что он настолько был для меня стрессовый, что мой мозг просто тупо забыл про него, потому что это прям стресс, а стресс как бы и плохие воспоминания мозг забывает очень удачно наш. И мой тоже забыл. Но я помню, как я рассказываю папе, и он плачет. У него прям скупая слеза. Мой папа, вот я никогда не видела, как он плакает, только второй раз в жизни увидела, когда его мама, царство ей небесное, умерла, моя бабушка и дедушка. Вот, и только это второй раз. А первый раз это было при мне. И я ему рассказываю, он ничего мне не говорит. Я вижу у него красные глаза, налитые слезами, и рыдает. У мамы истерика. Вот у меня мама настоящая грузинская женщина. Это которая вот итальянка, типа вот это, она по всему дому бежит туда-сюда, беда, надо рассказать всем, какой ужас. То есть кидает вещи свои причем, да, вверх, как салют. То есть чушь вообще. Она очень импульсивная, а мой папа очень спокойный. И он, ну, прям мужик такой, которого с самого детства его воспитывали быть вот таким вот черствым мужиком. И он вот сидит, ничего не может. Он же меня любит, как и мама меня любит. Ну, никто ничего не может сделать, ну, потому что, а что сделаешь? Ну, и в итоге они пришли к тому, что надо как-то это решать. Подумали, что решат это как-то через психолога или что-то. Давайте к психологу пойдем. Они думали, что сейчас мы пойдем к психологу, и он меня исправит. Ну, камон, нет, конечно. Вот. Мы пришли к психологу, психолог очень помог, один раз сеанс был, мы объяснили ситуацию, психолог, ну, я с мамой только была, мама потом, как третье лицо, объяснила папе, что произошло уже дома. Мы с мамой пришли к психологу, психолог рассказал ей, услышал мою историю, потом рассказал ей, что как бы это не меняется, это нужно принять, вы же любите своего ребенка и так далее. Она говорила тет-а-тет с нами по отдельности, и, как я понимаю, это был первый толчок к принятию меня. Но родители очень жестко на все это отреагировали, в плане обиделись. У меня родители именно обиделись на сей факт, что у них как бы третья дочка, и это же, ну, что это такое, трансвестит, что ли? Ну, то есть вот так вот, да, типа думали. Потому что у нас в постсоветском пространстве трансгендерных даже персон по ТВ, в каких-то передачах показывают фриков, вот прям жестких фриков. И, разумеется, у них ассоциация, что я буду каким-то бородатым мужиком в юбке и называть себя Любавушка. Ну, типа, у них такая ассоциация. И я все делала для того, чтобы эта ассоциация у них пропала. Разумеется, они меня все постоянно называли только в мужском имени, никак иначе. Мама уехала в Грузию на целый год, она решила меня не видеть. Мы созванивались только один раз в течение года, да. Папа у меня в тот момент уже работал таким бизнесом грузоперевозки, что он в месяц по 4 раза ездил на машине в Грузию, в Россию, ну, типа туда-сюда. Это вот грузоперевозка, типа как дальнобойщик. Но он как бы неделю поживет в Москве, неделю поживет в Грузии. А когда я им призналась, в течение года он 2 недели в Грузии и на 4 дня в Москве, а потом обратно в Грузию. То есть чем меньше меня видят, тем их легче. Я, разумеется, поступила очень мудро, как я сейчас это понимаю. Я не настаивала принять себя. Не настаивала. Я им просто сказала факт того, что как происходит. Я им потом сказала, как меня в будущем надо называть. А сейчас вы пока попробуйте это принять. И я понимала, что процесс принятия может быть год, 2, 3, а то и 5 лет, а может быть и никогда. Поэтому я пыталась как-то заняться своей жизнью, и так получилось, что я реально начала работать, что-то делать, и оттуда я, ну, когда, ну, работать, да, то есть я не биомусор был, который вот типа буду на гормонах, буду зарабатывать а-ля проституцией или на шее родителей, да, сидеть. Нет, я на обычную работу устроилась, я в Макдональдсе работала даже, то есть где угодно. Вообще, типа, приносила деньги домой, сама себе оплачивала гормоны, то есть по-разному были ситуации. Родители мне высылали тоже деньги на гормоны, потому что они думали, что трансперсона – это значит проститутка, потому что они вот это вот часто очень слышали, что, ну, вот это вот так вот, они там работают, они боялись, что я на эту работу пойду, и они мне скидывали очень самые большие деньги в моей жизни на тот момент. То есть они мне всегда по 50 рублей давали, типа такого, это маленькие такие деньги, ну, там, на проезд, метро или что-то. А тут они мне начали по 1000, по 2000 скидывать, ну, чтобы я покупала гормоны, узнавали, сколько стоят эти гормоны. То есть они как-то пытались мне помочь, но при этом не общались со мной.
Вот, и да, очень многие трансперсоны ненавидят своих родителей за то, что они не могут их называть в другом поле. Они на них обижаются, что они их не принимают и так далее. Я постоянно этим молодым трансперсонам говорю: ребят, они не обязаны вас принимать моментально. В течение всей вашей жизни до каминг-аута они видели вас, своего вот чада, ребенка, они закрывали на многое глаза, но они вас все равно любили, но называли вот этим вот мужским полом, да, или женским. То есть, а тут вы хотите, чтобы он за один день, этот человек, взял и поменял свое решение. Ну, такого не будет. Особенно если это родители вот такого возраста, да, другого воспитания. Да, это вы сейчас современные с компьютерами и такие более лояльные. Родители у вас не такие, а бабушки и дедушки подавно. Вот, поэтому этому всему нужно время. Вы расскажите себе, а дальше покажите, чего вы стоите. Покажите, что вы реально можете на обычной работе принести деньги домой, содержать семью и так далее. Они увидят, что вы не биомусор, что вы реально человек, который тоже хочет любви, который умеет готовить борщ, который спокойно делает рассаду в огороде, когда сезон, и собирает там клюкву. Обычный человек, покажи ты это. Вот, разумеется, я тоже делала многие ошибки, как многие трансперсоны, я прям красилась очень сильно, вот была как травести. Это, ну, потому что когда в течение всей твоей жизни тебе запрещают краситься и давать косметику, платья, и когда в этот момент тебе это позволено уже делать, ты на себя нагребаешь все. Каблуки 17 сантиметров, максимально короткая пышная юбка, макияж просто брови максимально женские, а женские в твоем понятии это тонкие, что-то очень высокое, да, это какие-то вот такие губы, которые за контур идут. И, наверное, начес. Ну, мне казалось это красивым, но когда я приходила уже на тот момент в колледж, на меня смотрели, все смеялись. Так, в принципе, и поняли, что я как бы необычная девушка. Вот. И так делают, на самом деле, все трансперсоны в первый период там, года, когда на тебе розовые очки, очень ярко красятся. Потом, Гипертрофированная женственность. да, 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 да. А потом, через год мы все трансперсоны понимаем, что кроссовки гораздо практичней, что юбки неудобно, в джинсах удобней, там, в рубашках удобней, а мужской стиль на твоем теле гораздо прикольнее смотрится, чем женский. Ну, типа такого. То есть и многие даже состригают волосы, уже не носят там ниже колена. То есть, да, а вот я тоже, да, в корешке. У меня тоже раньше были волосы почти до бедер, то есть очень длинные, прям длиннющие, конские. А сейчас нет, я такой думаю, господи, с короткими мне очень даже идет. Вот. То есть потом ты становишься уже, ну, как обычным человеком. Перестаешь много краситься. Это я сейчас, кстати, накрасилась для интервью, а так я вообще без макияжа хожу, не крашу ресницы, ничего. Мне так нравится все. Ну, то есть nature. Вот так вот. Ну, Да. вот, первая пластическая операция и дальнейшие. Вот сколько это все стоит и сколько их было? Страшно, больно, классно? Ну, Делай классно, свое конечно, тело классно. сам. Да. Как это получалось? Мои первые пластические операции это были на лице. Я вообще на самом деле сразу хочу сказать, что я на гормонах там через 2 года стала выглядеть довольно, ну, очень симпатично. Я была симпатичной грузинкой, но у меня был горбатый нос, у меня всегда были пухлые губы, большие глаза, высокие брови, просто чуть-чуть челюсть более массивная, но я выглядела симпатично. Ну, такая грузиночка, ну, прям вот грузинка-грузинка. Но потом я выиграла конкурс Аморфия, есть такой сайт, где выигрываешь конкурс, и там был конкурс для трансперсон, типа полная феминизация лица. Я решила просто поучаствовать, и, короче, я попала в тройку, а это было перед Новым годом, и решили сделать новогодний подарок для 3 финалистов, с тем оплатить эту операцию. И, ну, чисто мне в этом плане очень я фартовая, поэтому я хочу уже в скором времени брать билетики на лото, может, выиграю миллион, не знаю. Вот. И получается, да, я выиграла эту операцию, это было в 19 лет, буквально 2 или 3 года назад, не помню уже, мне сейчас 22, ой, не смогу посчитать. Короче, поехала в Петербург, потом узнала, что выиграла. Мне сделали сразу, сейчас скажу, 4 или 5 операций. Это ринопластика, здесь уменьшили челюсть, здесь уменьшили челюсть, подняли брови, потом что было? Кадык. И уменьшили кадык. Мне сделали 5 операций за раз. Сразу скажу, это было ужасно, было очень больно. Первые 4 дня после операции я думала, ну, я хотела очень умереть, невозможно было дышать, ничего.
Потом целый полгода или год я была воздушный шар, вот просто воздушным шаром. И мне казалось, что так будет всегда. Ну, потому что, ладно, это месяц, а потом уходит, а это полгода. Ты реально уже начинаешь видеть каждый день в течение полугода это лицо, и ты думаешь, все, ты такой будешь вечно. Это было очень страшно. И сразу скажу, что брови у меня опустились, они стали точно такими же, кадык у меня обратно зарос, ну, типа он у меня стал виден, то есть я заработала лишний шрам и шрам на башке, на голове своей. Нос у меня не самый идеальный. Потом я повторила те же самые операции, я обратилась к хирургу, сказала, ну, видите, у меня вмятина, видите, у меня брови не упали, да, видите, у меня здесь неровная челюсть. Мы повторили те же самые операции, чтобы немножко стончить, и я стала выглядеть как бы лучшей версией себя. То есть я не сильно изменилась, очень многие мои даже лучшие друзья, когда ну, как сказать, лучшие друзья, которые меня бросили, предали, а потом через 2-3 года изменили свое решение, решили со мной встретиться, они не особо увидели изменений. И никто даже не подумал, что я сделала ринопластику. Я говорю, алло, у меня 2 ринопластики на носу. То есть я выгляжу очень естественно и не очень сильно меня изменили. И даже хирург мне сказал, что среди 3 финалисток, вообще среди трансгендерных операций, у меня была самая сложная, потому что мои запросы были оставить меня грузинкой и прям чуть-чуть утончить. Потому что обычно, когда трансперсона идет на такую операцию, ее резко меняют. То есть отпиливают вот столько челюсть, максимально маленький нос, брови там до потолка, скулы вот такие, кадык просто так убираем, что человек еще перестает дышать. Ну, типа такого. Ну, конечно, я сейчас приутрировала. Вот. И получается, те трансперсоны, которым сделали такую операцию, они очень сильно изменились, а я не сильно. Вот, дальше у меня потом была пластика груди, потом 2 раза ломала Пластика ребра. груди – это импланты или Импланты, это… да-да-да. Я не хотела, мне нравилась своя грудь, она очень маленькая была, не хотела, но она была такая, как у 12-летней девочки, то есть у меня выросла вот просто 2 соска, и все. Но мне нравилась маленькая грудь, я никогда не была фанаткой большой груди, я не могу понять, как люди ходят там с 3-м размером. 3-й размер груди мужчины, если что, это очень большая грудь. То есть очень, я беру вот имплант, я помню, я находилась у хирурга, я беру вот имплант груди, не тот, который засовывает, а который примеряет, чтобы понять, какая будет грудь. Я беру просто огроменную грудь, прикладываю, думаю, господи, это какой, 5-й размер? Он говорит, нет, это 2-й. Подождите, а как 3-й выглядит? Оказывается, да, 3-й размер груди, это прям, ну, очень большой, прям очень. И я сделала себе 1-й размер груди, и у меня довольно большая грудь. То есть люди на меня смотрят, вау, какая у тебя красивая грудь, аккуратная, все каплевидная, но это 1-й только размер. Я его сделала специально там для проекта «Топ-модели по-украински», потому что я там 2 раза участвовала. 1-й раз, когда я участвовала, это было до всех операций, а 2-й раз меня пригласили, потому что из всех предыдущих сезонов участвовали участники. И я как бы была одной из лучших с предыдущих сезонов, меня пригласили, думаю, так, на меня будут надевать декольте, точно уверена. И я помню, как дизайнеры постоянно говорят, так, у нее нет сиськи, ей без декольте. И меня это так бесило, я думаю, все, сейчас делаю сиськи, и мне будут давать платье с декольте. И мне реально, мне такие платья давали в этом сезоне, в котором я участвовала в последнем. Мне прям платье с вырезом, там, пушап, все, ой, красиво было. Вот, но я очень рада, что я сделала пластику груди, у меня довольно маленькая, то есть такое. Ребра, да, ломала 3 пары ребер, 2 раза делала операцию. Сначала 2 пары ребер ломала, потом 3. Что это дает? То есть это талия Типа меньше? талию, да, но ничего не дает. Сразу говорю, это самая бесполезная операция из всех, она только недавно появилась. Правильно мне одна подруга говорила, Софи, подожди еще 10 лет, когда пойдут отзывы, и тогда поймешь. Да, то есть это не вытаскивают ребра, а тебе их на спине делают надрез, доходят до них, специальной пилой надламливают, и потом пальцем надламливают полностью, и потом надевают корсет, очень сильный корсет а-ля 19-18 века, но только подгрудный, не нагрудный, а И они подгрудный. срастаются, более так обжимаются. Да, и они срастаются под тем углом, который задает корсет, все верно. Вот, у меня все, ну, я из тех людей, которые сделала не 2 пары ребер сломала, а 3 нельзя ломать, ну, типа, только 2 показано. А я говорю, нет, мне срочно нужно, вы что, вы посмотрите на меня, все дела. Короче, согласились, 3 пары сломали, эффекта 0. Вот, никакого. Поэтому я сейчас делаю талию чисто обычными корсетами у меня есть, и это чисто мое желание,
талия, хоть у меня талия есть, но просто я так люблю. Вот мне нравится, и я просто делаю это. Вот. А что касается операции ну, там на гениталиях у меня не было, и я не хочу ее делать. Раньше я очень грезила этим, я очень хотела это сделать, а потом в какой-то момент, когда я начиталась, узнала больше, как происходит эта операция, узнала, как люди живут после этой операции, у меня много знакомых трансперсон появилось, которые сделали уже операцию, и я понимаю, что это того не стоит. И на самом деле, по большей части, сделать эту операцию хочу не я, а общество, которое требует, что если ты девушка, то у тебя должна быть вагина. А я на них смотрю и думаю, а вы что, со мной спать хотите, что ли? Я не понимаю. Ну почему людей должно касаться, что у меня между ног, если мне не мешает? Правильно же? Да, кивните, что это правильно. Вот. Я затруднительно, как я могу возразить? Ну, в смысле, Вот. нет, конечно, я не могу. Да. Еще вот это самая интересная тема, самая, конечно, вот для такого обывателя, как я. Но вот я хочу сказать, а плечи, может, у тебя такие стройные плечи, это тоже результат чего-то? Или это само Нет, собой? я всегда была миниатюрной. Я была крупноватой в легких, потому что я плаванием занималась, я такая, типа крупноватая. А что касается плечей, у меня очень узкие плечи, это всегда такое было. Довольно широкая шея, не знаю, мне так кажется. А Короче, бедра, они от бедра, гормональные? да, на гормонах почти все меняется. На гормонах даже структура костей меняется, но это самое последнее, и оно меняется примерно через лет 10. Кости не становятся уже шире, они просто становятся легче, более полыми, как у женщин. То есть у мужчин они более плотные кости, у женщин они более легкие, поэтому женщины чаще ломают себе кости, нежели мужчины. То есть более легкие. Попу можно тоже филлерами нарастить, если есть желание? Нет, в Больше. моем случае мне здесь повезло, у меня генетически, спасибо маме, спасибо папе. Это хорошая такая грузинская, хотела сказать кардашьяновская, но кардашьяны, конечно, это армяне, но ладно, да. С этим планом у меня повезло, и плюс я же не закончила пубертатный период, у меня как бы бедра не стали очень узкими. Они как бы у меня средние, они у меня и не широкие, и не прям узкие. То есть важно начать раньше, то есть важно вот чем раньше заместить. начинаешь, тем лучше. Но я не советую. Я советую сначала чем раньше понять это и раньше сделать каминг-аут. Вот это я советую сделать. То есть обязательно, вот если ты чувствуешь, что ты другой чуть-чуть, сразу звонить колокола и решать это. И обязательно с психологом, психотерапевтом и с сексологом, чтобы он утвердил, что ты либо трансперсона, либо просто гей. Потому что очень многие пассивные геи, есть такие, которые любят там немножко быть женственными, они иногда думают, а может они тоже хотят быть женщинами, начинают гормонотерапию, а по факту потом узнают, что они просто геи, типа это не трансперсона. Вот, тоже, и да, такое. Как реагирует половой член на эту терапию женскими гормонами? Он продолжает там вставать? Да, по утрам эрекции нету, только если, конечно, интимный сон не приснился. Нету такой эрекции. То есть у мужчины это всегда, она должна присутствовать утром. У трансперсоны, которая на гормонах, на нормальных гормонах, то есть у нее женский уровень, она следит за этим, да. Просто есть трансперсоны, которые не следят, просто впихивают в себя какие-то противозачаточные, они вроде бы женское, меняются, но не полностью. А это нужно следить по референсным назначениям. И если все четко, то по утрам не должна быть эрекция, возбуждение не такое, как у мужчины, потому что мужчина это, правда, на первом месте это секс, это гормоны. Это гормоны, они бурлят. Тестостерон, разумеется, это неотъемлемая часть сексуального влечения, либидо. И так как тестостерон у меня подавляется за счет гормональных препаратов, я не так этого хочу. Но что касается сексуальных каких-то моментов в жизни, это вообще, никак не влияет. То есть если меня партнер возбудил, то там все возбуждается. Что касается на гормонах, меняется ли как-то половой член или нет, да, он меняется, он становится на полразмера меньше, но это за счет утончения кожи. Кожа становится менее плотной вообще во всем теле. Она более тонкая становится, такая женская, морщины более, не такие глубокие, как у мужчин. У мужчин более глубокие морщины, а у женщин они такие потрескавшиеся, как фарфор потрескавшийся. Вот как раз-таки такой вот тип становится. И половой орган, он становится как-то, он может поменять цвет, то есть у кого-то он становится более светлым, у кого-то более темнее, и кожа тоже так может реагировать на гормоны, волосы, ресницы, все что
что угодно. Как бы достижение оргазма тоже другим становится, оно становится более дольше. Это сразу, ну, это первое, что было заметно. Разумеется, как бы, ну, я тоже человек, я тоже всеми этими делами занимаюсь, что и другие люди, и знаю, что, ну, как бы, ну, как бы сексуальная вот эту вот штуку я чувствую, я знаю, да, и на гормонах она совершенно другая. Я ее называю как бы женской, то есть у меня эрекция, то есть там половой акт, или как это называется, когда вот человек кончил, ну как это более красиво сказать, ну типа свершилось чудо, да? Как? Эрекция? Да, верно. Не, эрекция это когда встает. Эякуляция. 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 Фу, лучше сказать кончить. Эякуляция, Простите, да. ладно, лучше сказать кончить. Эякуляция. Ладно. Короче, когда это происходит, это чуточку другое. Не как у мужчины. Я помню, до гормонов это было вот, это было круто, и это коротко. А после гормонов это может прям продолжаться минуту, ты в каких-то конвульсиях. То есть это правда, это меняется, это прям прикольно. Здесь я галочку, стала женщиной, появилась. Потому что, скорее всего, какие-то генные точки, они чуть-чуть на половом члене меняются, так как и кожа меняется и так далее. Вот. И потом что? Но. Возбудить трансперсону, женщину, гораздо сложнее. Ну, то есть, потому что, грубо говоря, да, чисто по себе буду судить. Я не могу возбудиться от мужчины, который просто ко мне приходит и пытается меня лапать, даже если он симпатичный. То есть, если я вижу там какие-то моменты ухаживания, там, я начинаю влюбляться, и тогда у нас что-то происходит, какой-то жара, буря, безумие, все, тогда там, конечно, там просыпается вообще мое второе я, крутое. Ну, то есть, да, потому что до гормонов возбуждаешься от всего чего угодно. То есть бывает иногда нечаянная реакция, да, у мужчин, у меня тоже такое было, в метро едешь, и тут нечаянно что-то, вот, а когда ты на гормонах, такого нет, я даже забыла вообще, что такое было когда-то у меня, вот, то есть да. Что еще могу сказать? Все меняется на гормонах, меняется полностью тело, да, бедра становятся шире, ну, не кости, а жировая прослойка там начинает расти, разумеется. Скажем, вот момент про вот общество, да, то есть общество, оно хотело бы, чтобы, так, меня слышно, да, слышно, оно хотело бы, чтобы трансперсоны, которые male to female, чтобы они свои половые члены как-то там урезали и превратили в такой небольшой клитор. И сделали бы себе искусственное влагалище, ну, как в Таиланде там. Да, я, этих, кстати, да? могу рассказать про это. Вот в чем вопрос? Про общество или про вообще... Не, ну, то есть вариант. Какие есть варианты? То есть не те, что у тебя, а, то есть, скажем, радикальный, ну, максимальный вариант. Вот что, до чего можно дойти? Да, то есть до чего можно дойти? Не поняла, но я знаю, что очень многие трансперсоны делают орхиэктомию, это удаление яичек. По какой причине? Потому что когда ты на гормонах до операции, ты принимаешь два вида гормонов. Один гормон – это тот, который повышает тебе женский уровень эстрогена, женского гормона, да, эстроген по женскому уровню. А второй, который подавляет твой природный гормон. Мой природный гормон – это тестостерон, который выделяется у меня надпочечниками и яичками. И как раз-таки гормоны, которые подавляют тестостерон, они работают на подавление яичек. А надпочечников нет. И как раз-таки надпочечники должны работать для того, чтобы выделять какой-то минимальный процент тестостерона в женском уровне. Как бы у мужчин и у женщин есть и эстроген, и тестостерон, просто они в определенных уровнях. Нельзя лишиться полностью тестостерона. Если я полностью его подавлю, а я могу это сделать, я буду очень плохо себя чувствовать. У меня было такое, это апатия, ты не можешь работать, встать спокойно с кровати, тебе очень тяжело. Тестостерон – это все-таки гормон энергии, он тебе дает прям такую вот силу что-то делать. Да, поэтому он у женщин спокойно вырабатывается, и он есть, как и у мужчин есть эстроген. Хорошо, Да, яички они убирают, там этот тестостерон. Да. А вот с членом, что можно с членом сделать? Можно его превратить в клитор? Вагину, конечно, у меня вот есть знакомая. его можно прямо завернуть в вагину. Да. Это, если, окей, я поняла, что вы хотите, чтобы я сказала. Короче, делается операция по смене пола. Там удаляются яички, член выворачивается, убирается, как это, забыла, называется, вот что делает письку твердой, это, короче, тельца.
Да, пещеристые тела, их убирают, полностью их удаляют, их выкидывают, половой член переворачивают, то есть выворачивают и вовнутрь находят определенную дырку ближе к анусу, потому что так получилось, что у девушек половой орган, ну, как бы ближе к пятой точке, а у мужчин половой орган, он гораздо выше, он типа прям возле лобка, и это нужно поменять, его нужно прям сместить, его прям натягивают. А далее, получается, из остальной кожи, да, яичек и так далее, делают половые губы и тому подобное. Но почти никогда не получается идеально красивая вагина после первой операции. Зачастую нужно сделать вторую, третью, четвертую операцию, как бы косметическую, да, для того, чтобы более красивее все делать. Так делают даже обычные девушки, когда у них сильно выпадают половые губы, и они хотят как-то сделать их более аккуратными, они тоже делают эту операцию. У трансперсон тоже есть такая операция, когда тебе там делают прям все идеально-идеально. Что касается сексуального, наверное, это, да? Насколько? Удовольствие там вообще Да, как есть? говорит моя подруга, которая сделала эту операцию, она прям очень довольна. У меня 2 девочки знакомые лично, с которыми я знакома, общаюсь, которые сделали операцию. И мне лично сказали, что у них все круто, круто все сделали. У одной типа с первого раза все круто сделали, вторую сделали не очень круто, но прям в сексе все чувствуют, все удовольствия. Но она сделала недавно повторную операцию, чтобы там довести все, ну, к красоту, потому что во время полового акта там у нее постоянно было какое-то кровотечение, это очень плохо. Вот. И суть в том, что они все подтверждают, что у них там очень все круто, в сексе и так далее. Но я в это не верю. Я в это не верю. И не могу поверить. Потому что я объясню. Есть такая тема, что как бы ты, какую, ну, немножко грубовато буду говорить, какую бы ты вагину не хотела, или не хочешь, ты никогда не добьешься того, что есть у настоящей женщины, потому что сам клитор женский, он имеет 3000 нервных окончаний. Ни один орган в организме человека, мужчины и женщины, не имеет столько нервных окончаний, как клитор. Это как бы некий дар, который присущ только женщинам. Поэтому женщины, правда, биологически, они чувствуют оргазм гораздо ярче, чем мужчины. Гораздо. Но, То есть, вот есть хотя бы попытка из этого, там, из этой головки полового члена сделать клитор? Или они не даже не есть попытка, пытаются? а это делают, так и делают. То есть клитор делают, то есть ты там чувствуешь прям все-все-все, то есть во время секса почти все трансперсоны довольны. Но так как я человек, который изучает биологию, я знаю, что ты там никогда не достигнешь клитора, и после операции ты все равно какие-то нервные окончания еще и повреждаешь, которые Потеряет? не Да. восстановятся. Я вам честно скажу, у меня вот была операция на челюсти, и чтобы вы понимали, прошло уже 2-3 года, и я до сих пор не чувствую свой подбородок. Но я тупо не чувствую, не, я чувствую его, холод, жар, я чувствую, но я не так его чувствую, как раньше. А если там тебе на половом органе, который, извините, как-то отходит от твоего тела, да, все-таки писька, она же отходит от тела как-то, там тебе ее что-то выворачивают, что-то делают. Там операция – это одна из сложнейших операций вообще. Киностудия. Она же длится, сейчас сколько вам скажу, где-то 8 часов, от 8 часов это длится операция. Чтобы вы понимали, к примеру, грудь делается за полчаса, за час. Нос делается за час, за 1,5 часа. Мне все 5 операций за раз, которые сделали, Так, всего свет лишь сделали включается. за 4 часа. А операция по смене пола длится от 8 часов. И если она будет длиться дольше 8 часов, то есть большой риск умереть на операционном столе. Что очень страшно. Рисков дофига. Во-первых, это очень повреждает организм. Ну, это правда, это очень сильно повреждает организм. Теряешь очень много крови, не всегда все круто получается. В сексе ты не так все начинаешь чувствовать. И поэтому зачем я должна делать эту операцию? Если я сейчас все офигенно в сексе ощущаю, у меня половой орган работает нормально, ну, то есть он не поврежден никакими манипуляциями. Зачем я должна его менять? Ну, типа, не должна я этого делать. Вот если вагину начнут печатать на 3D-принтере, вот тогда я буду самый первый в очереди, кто сделает эту операцию под там печатанием. Но пока это еще вот как бы на ниточках все держится, я себе из моего полового органа мясо делать не хочу. А там в основном получается мясо. Да, есть очень красивые вагины, там даже красивее, чем у обычных девушек, потому что там трансперсоны некоторые, которые очень богатые, там себе шлифуют шрамы, делают какие-то пирсинги, вообще красоту наводят. Но Стразики. мне не нужно. Вот. Цены. Все продолжают интересоваться ценами. Вот сколько стоит комплект?
вот лица и, ну или вот, скажем, хотя бы лица и ребер. Вот какова Хорошо, цена вопроса? я Примерно. могу сказать ценовую политику. Вообще, мне кажется, более интереснее сказать, сколько будет стоить по смене пола. И сразу скажу, что операция по смене пола самая дорогая, она очень дорогая. Но что касается лица, то операцию на лице делают и обычные девушки, и трансперсоны, и не трансперсоны, то есть кто угодно. То у меня примерно выходило, так как я выиграла конкурсы, я ни за одну операцию не заплатила. Я умею это делать, чтобы не заплатить, да. Я просто по бартеру работаю, девочки, мальчики. Ладно, никому не говорите, это был секрет. Я всем говорю, что я миллионы тратила на свои операции. Ладно, короче, я видела, что по бумажке было написано, типа, стоимость этой комплекса операций. Ну, там надо было по договору написать эту стоимость. И у меня вот первый раз стоимость была где-то 800 тысяч рублей, почти 1 000 000 рублей. В рублях, я не знаю, сколько это будет в долларах. Ну, это по старому курсу, там, условно, 25 тысяч долларов, может быть. Это, Ну, рубль, может, где-то. 40. Теперь удваиваем эту сумму, потому что я 2 раза делала эту операцию. Дальше грудь. У меня была очень хорошего хирурга, я ему написала, типа, посотрудничать, как я блогер, все дела. Он хороший очень хирург. Вот, Тимур, забыла, какая фамилия, ладно, не буду рекламировать. Так вот, 250, ну да, где-то 250 тысяч стоит рублей. Вот. И столько же это стоит уже операция. Недавно, то есть, может, 3-4 до 5 тысяч долларов получается. Да, и утраиваем эту сумму, потому что примерно столько же стоит операции по надламливанию ребер, но я делала эту операцию 2 раза. Сначала мне 2 ребра надломали, а потом я 2-й раз легла на операцию, потому что мне не понравился эффект. Мне 3 ребра, то есть 2 еще раз сломали нижних, и 3 затронули. Вот. Потом у меня была блефаропластика, это примерно 60 тысяч рублей, это самая недорогая операция. Это эти веки, да? Это веки. Да, веки. Мне на самом деле не надо было это делать операцию, я просто хотела лисьи глазки, мне сказали, что брови не надо подтягивать, потому что я 2 раза подтягивала брови, у меня до сих пор 4 шурупа, и брови у меня упали, вот как вот сейчас вы видите брови, у меня точно такие же были всегда. То есть и мне сказал другой уже хирург, что эта операция на самом деле не работает, и лучше сделать блефаропластику, тогда ты сможешь немножко потянуть уголок глаза. Я это сделала, мы потянули уголок глаза, ну, как бы, в принципе, ну, такая операция, ну, типа, что было до операции, что стало после, как бы ничего особо не изменилось. То есть просто деньги зря. Ну, опять же, деньги я не тратила, ладно. Так вот, что дальше? Да, ну, короче, дорого. А что касается операции по смене пола, то там примерно от 10 тысяч долларов идет операция. Ну, короче, дорого. Ну, опять же, там не один этап. Ты делаешь вот первый этап, и ты можешь дальше жить. Ну, как бы писать не факт, то, что ты сможешь ровно. У некоторых иногда писают неровно, там переделывают это. Не факт, что ты сможешь сексом заниматься, потому что там надо разрабатывать еще дырку, чтобы она, ну, была, чтобы половой член мог туда войти, если ты хочешь заниматься половым, да, сексом. Если нет, то есть очень многие трансперсоны, которым за 60, где-то 70 лет и делают эту операцию, они понимают, что им сексом заниматься не надо, и они просто типа полностью себе там убирают, у них там мочеточник, вот это уретра, откуда они писают, и все, там они дырку не разрабатывают, ничего. Но, блин, это чушь какая-то. Вот, такое. Да, и что я хотела сказать чисто от себя по поводу, да, общества, которое требует сделать операцию и так далее. На самом деле, многим трансперсонам не нужно меняться гормонально, не нужно меняться физически, ложиться на какие-то огромные, ну, операции. Вы понимаете, те операции, которые я сделала, ну, во-первых, они дорогие, и, они очень болезненные. И, не факт, что у тебя там все удачно получится. То есть ты на такие риски подписываешься. И на самом деле трансперсоны могли бы жить гораздо счастливее, если их не булили бы в детстве за то, кем они являются, и если бы у людей не было бы такого понятия, что если ты хочешь быть бабой, вот отращивай длинные волосы, пухлые губы, маленький размер ноги, там маленькую талию и делай, что хочешь. Хочешь быть мужиком? Брейся на лысый, отращивай бороду, там широкие плечи и от 1,75 м. Ну, рост, то есть от 1,75 м. Делай, что хочешь. Вот если бы у общества этого бы не было, и оно бы уважало всех людей за то, кем они являются, человек бы просто сказал, называйте меня так,
и я хочу Да. в обществе выглядеть вот так. И все, он бы жил счастливо, он бы не принимал гормоны, которые, правда, на самом деле действуют на организм, иногда пагубно, не ложился бы на операционный стол. Вы понимаете, человек должен себя резать, тратить огромные бабки на это. Потому что, ладно, там многие люди могут, ну, не многие, какие-то люди, там, как Кейтлин Дженнер, да, которая из семейства Кардашьян, которая миллионерша просто, может себе вот так все проплатить. Но среднестатистические люди, им нужно работать там год-два, чтобы заработать на какую-то из операций. Вот. А что касается операций по смене пола, так вообще человек рискует жизнью. Там около 30% летального исхода, если я не ошибаюсь. Это большой процент. А я как бы умирать не хочу. И лишаться удовольствия тоже не хочу, мне нравится. Вот. Ну вот насчет удовольствия вопрос. Я понял, с половым органом все понятно, замечательно. Как с партнерами? То есть что это за тип, скажем, мужчины, да, которому очень нравится, ты очень понравилась, но чтобы тебя удовлетворить, он должен ласкать твой половой член. Необычно. Необычно, но можно. Ладно, какой ужас. Ладно. Могу ответить на этот вопрос, покраснев, как помидорчик. Получается так. Во-первых, тип мужчины, сразу можно сказать, это не геи. Геям трансперсоны не нравятся. Геям нравятся парни. То есть, если трансперсона выглядит как парень, то еще можно. Но если у трансперсоны там сиськи, то уже не будет возбуждать. Ну, не будет, да. То есть стоять на это не будет. То есть мы нравимся мужчинам, ну, потому что, ну, допустим, я не считаю себя уродкой, ну, и не самой прям сильно красивой, но я считаю, что я могу понравиться обычному парню, которому всегда нравились девушки, потому что среди среднестатистических девушек я довольно очень хорошо и сильно усердно работаю над собой. И как бы это окупается. Вот. Это видно. Вот, да? Ладно. Так вот. Да. Ну, ладно. Получается, что мужчинам как бы нравится, но во время, типа, не все решаются на этот секс, как бы очень многие, не то что секс, а как бы не многие мужчины серьезные. Нужно так, да, сказать, все-таки мужчина созревает не только биологически позже, но и вообще социально. Мужчины как бы чуточку там позже созревают, поэтому когда он видит красивую девушку, то есть не влюбляется в нее, а просто красивую девушку, он готов с ней переспать. У тебя член? Нет, я с тобой не смогу переспать. И идет, ищет там другую девушку. Если эта трансгендерная девушка не оказалась внешности Меган Фокс. Ну, то есть, если это такое, то у него прям задачка стоит, да, типа, блядь, такую красивую, как я не могу, она вот дает. Ну, типа такого. Вот. А если мужчина серьезно настроен, да, то есть он влюбился не просто во внешность трансгендерной девушки, а в личность ее, ну, она угарная, она прикольная, с ней весело, она там вместе со мной на деревья залазит, да, там такое. То есть, ну, такое может быть. И он, допустим, не приемлет этого, то, ну, я таких не встречала, что прям не приемлю. Почему? Потому что по факту мужчина видит у меня между ног то же самое, что у него. Ну, типа, как бы там ничего удивительного. То есть для мужчины вагина более удивительная и интересная, нежели то, что у трансгендерной девушки. То есть, ну, по факту, ну, типа, там как бы ничего такого лишнего нету. А вот что касается ласкания, да, допустим, минета или что-то, ну, извините, девушки тоже не все готовы делать этот минет, потому что им это не нравится. То есть мужчина тоже этого может не делать, потому что это ему не нравится. Ну, типа, а может и попробовать, потому что, ну, типа, а что эксперимент? На самом деле очень многие стандартные пары в течение многих лет совместной жизни начинают экспериментировать и не в пользу женщины, а в пользу мужчины. Как бы, да, всякие эксперименты проводить. Наоборот, ну, короче, поняли, да, то есть экспериментировать над как бы мужчиной, а не над женщиной. Женщина, да, она позволит всегда экспериментировать, потому что более раскрепощенные существа. Мужчины как бы так сдержаны, но желаний имеют много, вот, потому что мы как бы воспитываемся почти все одинаково, и это как-то влияет на нашу сексуальность. Ну, это ладно, это уже другая тема. Поэтому я не знаю, как назвать таких мужчин, но у меня как бы не было парней геев, это точно. Ну, типа, и мне, если это будет манерно, тем более, ну, как бы меня это не привлекает, а я привлекаю обычно, типа, мужиков. Ну, когда я
обычно я всегда о себе рассказываю. У меня нет такого опыта, чтобы я вот типа долго не рассказывала, полгода, вот в меня влюбился, уже хотел жениться на мне, а тут раз я рассказала о себе. Нет, такого у меня не было. Ну, то есть как бы я всегда о себе рассказываю, потому что я считаю это нужным. И парень, так как он в меня не влюблен, он сразу скажет: да, да, нет, нет. Все. Если да, мы начинаем как бы общаться. Но что касается отношений, это вообще не ко мне. У меня отношений нету, у меня с этим все плохо, я этого не хочу, у меня вообще плохо получается. То есть я как бы так, ну, типа, мне гораздо удобнее одной жить, типа, с подругами общаться, с родными, но с парнями это очень сложно, ну, типа, мне лично. Вот, не знаю. Очень многие есть. Потому что, кстати, есть такая тема, прости, что перебиваю, есть такая тема, что очень многие мужчины думают, что трансперсоны очень откровенные в плане, более такие раскрепощенные. Это не так. Это не так, и это меня больше всего обижает, потому что когда я говорю о себе заранее, мужчина сразу настроен, что все, она как бы, ну, спокойно смотрит на свободный секс. И когда мы встречаемся на свиданиях, да, я там прихорошилась, 2 часа приводила себя в порядок, потратила деньги на дорогу сама, да, то есть все дела, приехала к нему, все. Он как бы, ну, там, ухаживает за мной, мне очень приятно, а тут начинает уже на первом же свидании класть мне руку на бедро, я думаю, ну ты сука. Ну, типа, я просто понимаю, чего он хочет. Ну, и как бы мужчины удивляются, когда я говорю, типа, ты что делаешь? Ну, руки убери. Ну, да, то есть они типа, в смысле, ты же, ну, трансперсона. Ну, конечно, они не так говорят, они, ты же транссексуалка. Я же вот такую Да. недавно, как бы, но только за деньги, а ты как бы еще и такая красотка и бесплатно. Ну, типа, я такая смотрю, думаю, вы что, вы серьезно? Ну, поэтому у меня А, серьезных отношений нет. а почему так? У меня аллегория сериала «Эйфория». Я где-то прочитал это, в Фейсбуке написали, вот там в американских школах вот так, а у нас не так. Я посмотрел первую серию, там как раз была девушка трансгендер. Она увидела, что ей кто-то написал, типа, привет, давай потрахаемся. Она такая, подружка написала, все, я не прихожу на вечеринку, извини, и туда, к этому мужчине. И вот я тоже думаю, а почему так? А это как? Это гормональный там такой эффект? Или почему считается, что вот эти бывшие парни девушки, они такие типа вот прямо готовы, то есть они как бы, грубо говоря, хотят трахаться так же, как парни хотят трахаться, но при этом они девушки. Вот как так? Почему Вот, так вот. считается? Это так считается, потому что люди мало знают об этом. То есть, чтобы вы понимали, про трансперсон, допустим, даже в институтах про там, психологию, психотерапию не проходят это. Если ты хочешь узнать что-то про трансгендерных персон, про гендерную дисфорию, а это как бы тема для психологов и для психиатров и сексологов довольно актуальна, ты должен где-то в отдельных книжках прочитать. То есть об этом не говорят. И благо у нас сейчас есть современный мир, и люди хотя бы могут тупо прогуглить, кто такие трансперсоны, узнать хотя бы это. И просто, как я лично предполагаю, из-за того, что, ну, будем про мужчин говорить, да, мужчины не знают, кто такие трансперсоны глубоко, да, не знают, этот вопрос не углублялись в этом, знают поверхностно, что это просто раньше был парень, то есть не мужик, а парень, юноша, а сейчас типа красивая типа девочка, а девочка прям вау, и скорее всего эта девочка чувствует сексуальное влечение так же, как и я, ну, потому что каждый парень, наверное, понимает, что девушки чуточку другие в плане сексуального вот этого раскрепощения, хотения секса и так далее. То есть, по факту, мужчинам этого больше хочется, нежели женщинам. Но женщинам это тоже хочется, конечно, хорошо, не буду про всех говорить, но по большей части это так. И как бы мужчина думает, ага, она раньше была парнем, значит, она также чувствует этого и хочет. Но нет, мало того, что мы, трансгендерные женщины, типа хотим быть как девушки, ну типа мы девушки, мы такими себя видим, так еще и на гормонах, на нас гормоны чуточку по-другому действуют. То есть во время всплеска гормонов у обычной девушки она может хотеть очень сильно секса. В нашем случае нет, мы свой природный тестостерон подавляем, и, грубо говоря, начинается некая кастрация. То есть мы к сексу относимся как типа к покупке сумки. Хочу, не хочу, дорого, недорого мне обойдется. Типа такого.
Вот, ну то есть, Мгм, мгм. то есть для мужчины секс это первостепенно, для женщины это, наверное, второстепенно, для транс-женщин это четверостепенно. Опять же, если трансгендерная женщина работает в эскорт-услугах, да, ну, нужно понимать, что большинство работает там, к величайшему сожалению, не из-за самой хорошей жизни, не из-за самой прям лучшей жизни, вот, работают там. И из-за того, что не все, большинство неправильно принимают гормонов, они реально более хотят секса или раскрепощены к этому, ну, из-за там издержек Мгм, работы, да, и такого. Ну, то мгм, есть я мгм. среднестатистическая девушка, трансгендерная девушка. Ну нет, вообще, если мне, когда парни пишут, что-то намекают удаленно по поводу секса, я очень грубо отвечаю. У меня прям вообще, я грубая прям с ними, я прям блокирую, чтобы вообще не тратить время на Мгм. этого семяизвержителя. Ну, типа такого. Вот. Ну, Семизвёздочка грубо точно. говоря. Возможно, как-то накладывается еще тема геев. Они ведь там вот в гей-клубах есть там темные комнаты, они туда заходят, неважно кто, где, Да, занялись сексом. Возможно, думают, да. что у вас с этим есть какая-то связь тоже, которой, как я понял, нет. Может быть, но факт того, что взгляд на трансперсон извращенный, он присутствует. Это правда. То есть очень многие не знают, что трансгендеры могут быть обычными людьми, а они являются обычными людьми. То есть с этим очень сложно. Моя вообще задача и здесь, и вообще в моих блогах в Ютубе, и вообще в обществе, я надеюсь, это меня как-то вот жизненно меня на это подталкивает, рассказывать людям о трансперсонах, что мы обычные люди. То есть рассказывать детально про какие-то моменты, да, то есть там про гормоны, про принятие, про каминг-аут, про жизнь, про еще что-то, про документы, как это вообще сложно, это сложно же менять документы. Все думают, а что ты пол себе в документах не поменяешь, это же легко. Да, конечно, легко, 2 года иди походи по психологам, а потом заплати еще там огромные бабки за это, потому что это не бесплатно делается. Психологи как бы должны оплачиваться как-то. Вот. Я, кстати, не поменяла документы, у меня мужские документы, и вообще живу, кайфую, мне не мешают, вообще не мешают. Ну, то есть, опять же, да, я из тех людей, которые поняла, что я в обществе могу быть девушкой, я выгляжу как девушка, а эти формальные и физические моменты, они как бы, ну, мне не мешают. И мне даже приятно, что я паспорт открываю, а там Беридзе Диего. Ну, типа, Диего очень даже красивое имя, и это имя мне дали при рождении. Я не собираюсь от него так быстро отказываться и легко. Пусть будет хотя бы на бумажке. А Вот. почему София? Кто назвал Софией или это Ой, твой был здесь выбор? вообще интересная история, но я попробую коротко сказать. Вообще, София, Соня, я это имя терпеть не могла. Это было вот первое имя вообще в рейтинге, которое я терпеть не могла из женских имен. Так получилось, что я не знала, как себя назвать, и меня очень бесил сей факт, что большинство трансперсон называют себя какими-то, ну, именами, которые им нравятся, а им нравятся зачастую имена какие-то необычные. Круэлла, мадемуазель Шинель, типа Малибу, типа и так далее. Ну, такую чушь. Я думаю, я не хочу эту чушь себя называть. Я понимаю, что мне нравятся точно примерно такие же имена. Франциска. То есть мне нравится это имя. Но это странно. Грузинка из мусульманской семьи, которая родилась в Москве, Франциска. Ну, типа, вы серьезно? Нет. Меня звали Диего. И у нас всех зовут Нади. Старшую сестру точнее на Д, старшую сестру Дарина, среднюю Диана, а меня Диего, типа на Д. И я думаю, так, меня точно надо как-то назвать, чтобы первые буквы были Ди, а дальше женская. И мне все говорили Диана, Диана, а у меня же средняя сестра Диана, я так себя не назову. И потом я говорю, ну ладно, называйте меня Ди, принцесса Ди, все дела. Но это Диана, получается. Меня Диана назвали, ну, были варианты типа Динара, Диля, я думаю, не-не-не, такие имена мне точно не нужны. Я платок не надевала. Вот. Вообще не хотела такие имена. В итоге папа, когда приехал из Грузии, он узнал, что у меня ВКонтакте везде в разных соцсетях написано Диана Лейман. Какой ужас, Диана Лейман. Сестра на меня обиделась, а я тогда смирилась, что я больше никогда не буду общаться со своей сестрой. А почему бы меня не назвать Дианой тоже? Я очень люблю это имя моей сестры. И потом мой папа решил со мной откровенно поговорить, типа, перестань себя называть, ну, ее именем, перестань. Я говорю, а как меня назвать? Ну, помнишь, ты там говорила когда-то какие-то 2 варианта, а суть в том, что я очень давно искала
синоним имени Диего. Синоним, да, не антоним, ну, синоним. И заходила в разные сайты для родителей, которые хотят назвать своего ребенка по чертам характера. Типа вводишь черты характера, синонимы, страну, что по язык, да, на каком будет звучать. И я вела там Грузия, вела, значит, характеристики имени Диего. Я в другом интернете нашла, там, в соцсетях нашла характеристики Диего. Эти характеристики туда вела, и там вышло 2 имени. Дарико и Сопико. И я сказала об этом папе, и мне не понравилось. Ну, мне не понравились эти имена. И потом, когда мне папа об этом напомнил, я говорю, как, Дарико? Он говорит, нет, у тебя так старшую сестру зовут. Ну, то есть мою старшую сестру зовут Дарина, на грузинском это Дарико. Ну, то есть это совпадение. И единственное было Сопико. Это имя, которое я терпеть не могу. Сопико – это София, Софья, Соня. Я терпеть не могу эти имена. И папа мне, я вижу, мой отец говорит, что это имя нужно выбрать. А еще маленькое предисловие. Любимое имя папы, это женские, это 3. Дарина, Диана, он так назвал своих дочерей, и Сопико. Он обожает Софи Ротару, он обожает Софи Нижарадзе, это грузинская певица, он постоянно, я помню, в моем детстве, смотри, какое имя, Сопико, Вайл, Раламаз Ягуго. Ну, то есть он прям говорил про вот это имя, я помню это. И тут вот все звезды складываются. И я думаю, я стиснув зубы говорю, хорошо. Ну, потому что это папа назвал. Я не хотела сама себя называть. Мне изначально папа дал имя, и я хотела, чтобы папа мне еще раз дал имя. И я понимаю, что он мне даст Софику. И потом я, когда начала привыкать к этому имени, я вспомнила детство. Как мы все в детстве изначально ненавидим свое имя. Ведь это так? Каждый почти ребенок, я еще ни одного не встречала человека, который в детстве не любил бы свое имя. Ты в детстве сначала его не любишь. А почему меня назвали так? Типа такого. И получается, я проходила тот же самый процесс. То есть я пыталась привыкнуть к этому дебильному имени. Да. То есть и здесь просто все звезды сложились. Ну и поэтому София. И теперь это неотъемлемая часть меня. София, да. Вот. София, окей. Многие вопросы осветили. Окей, из обычности, из необычности, популярность. У тебя 170 тысяч фолловеров в Инстаграме. Дает ли тебе это... Столько, в общем, много, сотни их дает. Что тебе это дает? Дает ли тебе какую-то вот свободную жизнь или вот возможность быть просто как бы звездой и, собственно, работать звездой? Получается ли у тебя работать звездой? Сейчас скажу. Во-первых, мне это дает многое, так как я могу сотрудничать с разными рекламодателями, как ниши, так и высокой категории. Ну, с высокой редко, в основном это какие-то магазины, которые только открываются и так далее, им нужно как бы взять рекламу не за 3 миллиона, да, как у Варнавы или Насти Ивлеевой, а чуточку подешевле, типа таких блогеров, как я. То это да, я сотрудничаю, как-то что-то, у меня появляются друзья какие-то другие из, грубо говоря, другой прослойки, хоть мне это и не нравится. Скажу так, что я себя звездой не ощущаю вообще, я не являюсь звездой, я не являюсь прям жесткой какой-то медийной личностью, я просто засветилась в проектах, я не была ведущей проекта, я была участницей всего лишь. То есть это чуточку разное, да. И у меня мало, на самом деле, количество подписчиков. То есть сейчас в такое время, что типа 170, это, просто популярная девочка. Ну, я это так воспринимаю. Я не скажу, что я прям очень много зарабатываю через Инстаграм, через как-то свою медийность. Как-то что-то, какие-то деньги идут, но я сейчас занимаюсь своим как-то бизнесом, и благодаря, может быть, и моему Инстаграму бизнес немножко начнет расти. Тьфу-тьфу, сейчас плюну. Я, конечно, во все это не верю, но... В какой сфере это то, чем ты занимаешься? Ладно. В сфере, значит, первое – это YouTube, который мне сейчас приносит деньги. Он мне, правда, приносит деньги, прям вот ощутимые и более-менее стабильные. И косметический бренд. Я вот открываю косметику, свой косметический бренд Сальвары. Вот, в переводе с латыни «спасти», «сохрани». Мы начнем сейчас, уже производим 2-3 месяца ночную маску
маску, которую ты наносишь ночью, ложишься спать, она полностью впитывается, ложишься спать, пока спишь, она работает, и утром ты ее смываешь. Это экопродукт, то есть, получается, я очень долго в Украине, я сейчас нахожусь в Киеве, очень долго искала, где-то месяца, да, 2-3, тару стеклянную из переработанного, ну, стекла, то есть вторичного производства. Нашла также крышку деревянную, ну, то есть это такой экопродукт. То есть, получается, покупая мою косметику, вы не вредите природе, и потом по почте можно отправить обратно эту тару, она будет вторично, ну, использоваться. И сама косметика тоже не тестируется на животных. Все компоненты в косметике сертифицированы, очень дорогие и хорошие, потому что помимо эко у меня еще самое главное стоит в моем бренде – это чтобы оно работало. Для меня не важна цена, для меня не важно качество тары снаружи, для меня важно, чтобы вот ты нанес, и оно работало. Вот если оно не будет работать во время тестирования, пока я тестирую на себе или на моих родных, я не буду его выпускать. Я буду просить технологов, не отменяем формулу, не добавляем ретиноидов побольше и так далее. Вот. И мы, да, мы очень долго сейчас делаем эту маску, потому что это все-таки маска, она должна, ну, типа на ночь ты должен спать. То есть все сложно, но мне очень нравится этот процесс, потому что я всегда занималась, ну, там, косметикой, ну, вот это вот все пользовалась. У меня полно косметики, как декоративной, так и уходовой. И плюс я верю как бы в некую в некоторую судьбу верю, которая, знаете, типа, ну, так получилось в этой жизни, что я познакомилась с человеком, который является директором компании, которая производит косметику. Это стала моя подруга девочки, и это мы познакомились в совершенно необычном городе во Львове, когда я там была первый раз, и мы приехали в одном поезде, уехали в одном поезде, оказывается, у нас билеты. Ну, то есть там вот прям все так закрутилось, завертелось, и я подумала, что это вот ангелочки мне посыпают какие-то вот подсказочки. И да, я вот иду по пути своей судьбы, то есть мне вот так вот Боженька дал, ну, я не верю во все это, я просто так называю, да, Боженька, вселенная, пусть будет, атомная физика, пусть так. Вот, и да, я решила вот сейчас косметикой заниматься. Примерно через месяц, через два мы уже выпустим ночную маску в продаже. Начнем с маленьких единиц, там 50 только попробуем продать. Сначала нужно сделать маркетинг, то есть рекламу, все дела в это вложиться, а потом уже вот в продаже все будет. Я не знаю, как это все пойдет. Очень надеюсь, что это будет очень круто и популярно, и у меня дальше бренд начнет развиваться, и мы сможем сделать очень крутые продукты, такие как солнцезащитный крем, крем для ног, для тела, и потом перейти в более масштабно, ну, то есть, получается, из косметики вырасти во что-то другое, потому что мой бренд – это эко. Я очень социальный человек, который следит за окружающей средой, я сортирую мусор, я, получается, не ем мясо уже 5 лет, я вегетарианка, ну, рыбу ем. Вот. Но 5 лет, да, я уже не потребляю животного происхождения типа мяса. Что еще? Вторичные пакеты. Вот у меня пакет лежит на диване сейчас, который я использую уже полгода, наверное. Один и тот же, шоперы ношу и так далее. И я бы хотела как-то перевести людей на этот образ жизни через вот косметику. Может быть, в будущем у меня будет свой перерабатывающий завод пластика или еще чего-то, который будем постировать. Короче, я не знаю эти слова, но ну, типа, помогать природе. Я думаю, что через лет 10 или 15, может быть, через 20, я выйду в мировой уровень, мировой масштаб такой, который поможет очистить нашу окружающую среду вот так вот, используя наши продукты. Да. Типа такого. Круто. Круто, это круто. В смысле, нечего сказать. Ну, я просто я смотрел твои интервью и помню про Монику Белуччи, про то, что ты говоришь, трансгендеры живут недолго. Ты говоришь, это смотря как жить. Вот я вот живу так и чувствую себя замечательно. Да, это все, как сказать, в одном, ну, все складывается вместе. Но все-таки про популярность, вот, потому что тот вопрос, который там у нас был там, в этих Google формах, сколько может принести медиа, там, условно говоря, там, 5000 евро в месяц, там, YouTube и Instagram вместе, все коллаборации, то, что платит YouTube, это реально для человека, или это много, или это, наоборот, вообще смешные деньги, 25? Нет, сейчас скажу. YouTube приносит примерно $1, если взять страны Россия, Украина, $1 за 1000 просмотров.
$1 за 1000 просмотров. То есть если у тебя 20 тысяч просмотров и нормальное количество рекламы, то можно заработать 25 или 30 долларов. Ну, типа такого. Да, и ролики, 20-30 долларов. ролики, которые подтверждены в монетизации, они будут приносить постоянно доход, смотря будут смотреть этот ролик или нет. Вот. Но чтобы сделать монетизацию в YouTube, у тебя, разумеется, сейчас по правилам YouTube должно быть определенное количество подписчиков и определенное количество общего часов просмотров. Мы это достигли с ребятами за определенное количество времени, с моей командой, да. Это Филипп, который мне обрабатывает ролики, помогает. Изначально я сама обрабатывала ролики, потом у меня вот мой лучший друг, мой бывший одноклассник Филипп, который это все делает, плюс помогает с Ютубом, он знает идеально английский и португальский, поэтому есть какие-то проблемы, он их решает. Вот, ну, там режиссеры сейчас в команде. Что касается Инстаграма, я не знаю, сколько в долларах, но вот, допустим, последние 2 месяца он мне ничего не принес. 0. Вот просто 0, последние 2 месяца. Но до этого, сейчас это 2 месяца, февраль, январь, а в декабре он мне принес примерно больше $1000. Ну, то есть Ну, ты это здесь за не счет придумаешь. каких-то коллабораций. То есть это как бы какая-то нативная реклама. То есть не сам Да. Инстаграм, Она а у меня не партнеры. дешевая. Она у меня не дешевая. У меня менеджер есть, это моя родная сестра, которая не позволяет мне скатиться до ниже плинтуса. И она говорит: ты что, за такую дешевую цену никто не делает? А я типа, ну, блин, давай чуть подешевле. Нет. И благодаря ей мы стали нормально зарабатывать. Вот. Она плюс крутой дизайнер, у меня сестра Это очень... Диана Да, это, да? Диана. Или Она Диана? лучший работник ЦУМа в Москве. Вот это вот дорогущий магазин, самый главный менеджер. У нее идеальный вкус в одежде, во всем. Она может совместить несовместимое. Поэтому, что касается визуала Инстаграма, я ей доверяю. Конечно, фотографии делаю я по-дебильному, но она как-то помогает из этого сделать конфетку какую-то. Вот. И она общается с рекламодателями, говорит красиво. Она очень красиво умеет общаться. И она красиво с ними общается, когда они запрашивают свою рекламу. Она не всех подтверждает, то есть какую-то рекламу профилей мы не делаем, рекламу именно вот продукта, да, какого-то там. Вот сейчас спортивная одежда у меня запросили за 3 сторис 4400 гривен. 4400 гривен – это больше $100 сейчас. $100 – это 2000 гривен где-то. Получается 200, Нет, ну, 150-200. 250, может, $230 за 3 сторис. Конечно, я всегда делаю больше сторис, чем 3, потому что, ну, мне немножко неловко вот такие деньги брать. Но эта сестра говорит: нет, это должна, все дела. Вот. И да, вот у меня сейчас 2 рекламы взяли. То есть за этот месяц 2 рекламы, это получается 800, ну, $900 получилось. Нет, это я пошутила. 4, раз, два, три, 4, 200. Короче, у меня с математикой плохо, я об этом не говорила. Вот теперь знаете. У меня очень плохо с математикой, я не знаю. Короче, ну, немного. Инстаграм немного зарабатывает. По большей части я от Ютуба сейчас получаю деньги, это правда. Ну, в общем, нет ощущения, что деньги валятся с небес, надо работать. Нет, я очень хочу, чтобы они валились. Я прям буду с корзинкой стоять и ждать, но я все делаю для того, чтобы зарабатывать очень большие деньги. Прям вот бизнес, нащупываю разную почву, что-то это, потому что я как бы самый младший ребенок, и у меня родители уже как бы им по 57 лет, и мне сейчас 22, а когда мне будет 30, сколько им будет, я хочу им обеспечить хорошую старость. Сейчас просто у нас все плохо в семье с деньгами, это правда, я этого не скрываю. Сейчас у нас такой сложный период в семье, это нормально. И я считаю, что, ну, как бы они не смогут сейчас за 10 лет как-то встать на ноги. Это смогу сделать я, как ребенок младший. Да, помогает сейчас старшая сестра, которая имеет свой хороший бизнес. Она как раз-таки подруга Насти Ивлеева, вот у нее на день рождения недавно была. То есть с этим плане изи. У меня сестра такая бизнес-вумен, уже в 20 лет свой салон имела, сейчас ей 31. Вот, средняя сестра более-менее помогает, а я так, я типа говорю: родители, через 10 лет станем миллиардерами, клянусь, самолет будет, поедем куда-нибудь, свожу вас в Барселону, папа мечтает туда поехать. Вот, никогда нигде они не были, очень хочу их свозить, и я сама никогда нигде не была, и если я с ними куда-то поеду, мне кажется, я буду смотреть не на эти виды, а на реакцию своих родителей на эти виды. Да.
Такой вот Да, вывести романтики. родителей — это для нас, как сказать, постсоветских детей это большое дело, потому что они обычно редко Да, где-то были очень. там за пределами Болгарии или там вдруг Мгм. Дальнего Востока. Там мне папа рассказывал, как-то наградили путевкой в Дальний Восток. Вот такие у них были награды, там северные моря. Дети. Единственный и последний вопрос остался — семья. Ты говоришь, сейчас нет отношений, у меня подружки, у меня бизнес. Через 10-15 лет ты видишь себя с ребенком, с мужем, с коляской? М, с мужем вряд ли, с ребенком точно. У меня точно будет ребенок, это я знаю. Это прям вот 100%. А муж, я здесь не загадываю, это все-таки как бы такая штука, что может и не быть. Просто, ну, у меня не так легко складываются отношения. У меня есть трансперсоны, которые прямо легко вообще в отношениях 2-3 года. У меня никогда отношения не длились больше там 2-3 недель в течение жизни. Никогда. То есть у меня первый мой половой опыт был в 21 год только. Вот это год назад, в декабре 2019 года, если быть точной. Это вот точно. Я прям помню. И типа у меня с этим все сложно. Ну, то есть я прям вообще типа может быть, у меня планка завышена, может быть, что-то, но я считаю, что я заслуживаю настоящей любви, чтобы меня прям вот любили, берегли, чтобы мне там цветы хотя бы подарили на 8 марта, не знаю. А у меня как? Какой-то молодой человек у меня сейчас появился, типа, в Украине, он прям, ну, типа, ухаживает, ни разу ничего не подарил, не отвел меня, ну, до дому, у него есть машина, и на 8 марта он исчез, его ударило током. Ну, типа в квартире его на 8 марта, ну, ты хотя бы один тюльпан купи, неужели я не заслужила этого? Ну, типа, ну, такое себе отношение в мою сторону от противоположного пола, к сожалению. Но я, типа, думаю, что мне это не особо нужно. У меня есть в приоритете гораздо другие вещи, такие как бизнес, да, заработок денег, мои родители, которых я очень сильно люблю, вот они сейчас болеют короной, папа у меня уже вылечился, мама еще в очень тяжелом состоянии в больнице, ну, не прям в очень, ну, уже вылечивается. Да, у меня также есть сестры, которых я очень сильно люблю, племянники, которых очень обожаю, и друзья. И у меня не хватает времени на эту семью, и я не знаю, будет она у меня или нет, но я почему-то чувствую, что у меня будет точно ребенок, и почему-то это дочка, мне кажется. Ну, и сына, мне кажется, вряд ли я воспитаю хорошего прям мужика, но В это будет принципе, прям... сперматозоиды способны, то есть они как бы, ну, Типа они, своих детей? Типа да, своих ну, то есть детей. ты, в принципе, можешь Сейчас, позволить себе сейчас, чисто суррогатную мать. физически я могу заиметь своих детей, чисто сейчас, да, но мне только надо на полгода бросить гормонотерапию, чтобы сперматозоиды начали вырабатываться, потому что Мгм. сейчас у меня их нету. Кстати, по поводу секса. Очень многие, к величайшему сожалению, из-за обильного просмотра порно с трансперсонами думают, что трансперсоны кончают, причем тоже очень обильно, но нет. Нет, трансперсоны кончают, но без какого-либо выделения жидкости. И если у трансперсоны выделяется какая-то жидкость, у нее, значит, проблема с подавлением тестостерона. То есть она его не подавляет, и он у нее вырабатывается в мужском уровне. Вот, то есть такое, да. И поэтому, если у меня, допустим, по утрам эрекция или во время каких-то там вот таких вот манипуляций у меня что-то вытекает, то, скорее всего, мне надо сдать анализы на гормоны, что-то не так. И я сдаю, М. и так и оказывается, у меня тестостерон повышен в 2 раза. Поэтому я там, о, дозировку повысила. Что-то такое вот, да. И что касается детей, мне, наверное, кажется, что я не своих буду иметь, потому что, ну, это все сложно, это там суррогатная мать, это что-то это. Что касается, ну, то есть сама лечь в постель с девушкой я точно никогда в жизни не смогу, этого никогда у меня не было. Ну, типа, может быть, в 30 лет у меня что-то изменится, может быть, в голове, но сейчас точно я такое. То есть это может быть максимум суррогатная мать, но это такие проблемы, нафига? Если есть огромное количество детей, от которых отказались родители, просто в огромном количестве, которое требует любви, ласки родительской, и они этого, ну, обречены этого не получить, потому что их гораздо больше, чем родители, которые хотят их усыновить. И я, скорее всего, усыновлю ребенка, и, может быть, даже несколько. Мне почему-то кажется, что если я начну усыновливать, то у меня там пойдет конвейером один, второй, третий. Вообще, как я лично планирую, для меня было бы идеально выкупить все детские дома,
который мне позволит мой бюджет, да, сделать, допустим, в округе, и полностью его хорошо содержать, обеспечить детям хорошую пристройку к семьям, хорошее питание, одежду, прям спокойно с ними, прям как, ну, типа, экскурсии ходить в магазин, выбирать, шопиться, типа такого, и образование им дать, и они пусть, ну, меня будут все называть мама. Типа я прихожу, о, мама пришла, типа директор. То есть вот я вот это вот люблю, да, я буду приходить редко, потому что я буду очень занятой мамой, за ними будут воспитательницы, да, следить, которым я буду платить, но я буду приходить редко, но метко. Свозим резко там на Мальдивы, либо там на море Черное, да, поедем, либо в магазин с хороводом. Типа вот это я вижу, это мое идеальное, потому что, наверное, во мне столько любви, которую я не отдаю, как бы, я много этой любви не отдаю. Я вот так берегу, наверное, вот этим детям всем, потому что каждый ребенок требует колоссального просто внимания, любви. А так, не знаю. Типа одного ребенка усыновливать, это как-то, ну, просто я никогда не была в детских домах, но все те, кто были, говорят, что это очень ужасно. То есть ты приходишь, это вот такие глазки на тебя смотрят, пытаются, как, ну, типа, а ты одного будешь выбирать как собаку, типа, какого Да. бы мне собаку по внешности выбрать, а? Ну, типа, с длинными ушами или с маленькими. Но для меня это абсурдно немножко. Я не знаю, как родители остальные выбирают. Ну, типа, мне гораздо легче вот полностью как бы содержать все это. А так я не особо семейный человек, за исключением моих родителей, да, то есть вот я с Мгм. ними как бы вся. А так, да, я больше человек по бизнесу, по жизни, по красоте жизни, по, типа, жить как хочу, что хочу, и чтобы вообще моя задача в жизни не родить, не семью создать, а изменить мир. То есть это было у меня с самого детства. Я хочу, чтобы после моей смерти меня знали, вспоминали, писали в книгах по истории, и чтобы я как бы хорошую лепту о себе оставила. Не как Гитлер, а как вот Далай-Лама, да, грубо говоря, который еще не умер, и дай бог никогда не умрет, хорошенький человечек. Вот, типа такого. Есть что-то, что я вот там или мы, передавая вопросы, потому что у меня нет больше вопросов, я очень тронут твоей историей, я не ожидал, я не знал, я посмотрел твой YouTube, посмотрел, но я что-то ничего не знаю, чего не ожидал, но вот все получилось совсем не так, как я себе представлял. Но, возможно, я что-то забыл, возможно, ты чувствуешь, что вот твоя лепта, вот еще ты что-то не сказала важное, что вообще ты обычно всегда говоришь, но мы как бы не специалисты в задавании вопросов, поэтому мы протупили, не спросили. Нет, в принципе, все сказали. Я показала, наверное, людям сейчас, да, кто нас слушает, и вам в том числе, что, типа, трансперсоны довольно обычные, ну, типа, такие же, как и все, бываем разные, раскрепощенные, не очень, и харизматичные, и скромные, что у нас есть такие же проблемы, как и у всех, что у нас, да, есть некая особенность, такая как принятие гормонов, то, что вот общество, все дела. Я просто хочу, наверное, сказать чисто от себя, вот подытоживая наш весь разговор, что если вдруг нас слушает какой-то человек, который на перепутье, да, какого-то каминг-аута, неважно, там трансперсона, не трансперсона или что-то, нужно просто готовиться к этому, очень ответственно к этому подходить, потому что все-таки это ваша жизнь, не забывайте об этом, не проживайте эту жизнь для кого-то, а проживайте ее для себя. И я постоянно сравниваю на тему с родителями, которые говорят, что сначала должен быть счастлив мой ребенок, а потом я родитель. Я говорю, нет, откройте любую книжку по психологии и увидите, что сначала должен быть счастливым родитель, а потом уже автоматически ребенок будет ваш счастливый. И то же самое. Сначала вы должны быть счастливыми для себя. И когда вы будете счастливы, люди вокруг вас, они будут чувствовать эту энергию счастья, вот эту вот натянутую улыбку от лучей солнца или, наоборот, тумана какого-то романтичного. И они будут впитывать эту энергию. Вот. А если вы будете хмурым человеком, который что-то скрывает, не может никак высказаться, каминг-аут совершить и так далее, то вы будете хмурым, и, как говорится, плохое настроение, оно тоже передается. И рядом с вами будут очень плохие люди, которым нравится это ваше угнетенное состояние. Мгм. Вот. Да, поэтому будьте честны с самими собой, да, и, типа, как я говорю, каминг-аут не для слабых людей. Вот. Нужно быть очень сильным, чтобы реально признаться.
Вот, быть готовым к самому худшему исходу. И если у вас вдруг кто-то попадется из знакомых, будьте очень тактичными. Да, есть такие люди, как я, которые вообще спокойно на изи ответят на любые вопросы, но очень многих оскорбляет само даже слово трансперсона, трансгендерная персона. Ну, потому что как бы мы хотим чувствовать себя обычными, а вот такие ярлыки, они как-то навешивают какую-то необычность на нас. И очень многие говорят, что, ну, то, что я трансгендерная персона, касается только меня и моего врача. Для вас я София Беридзе Шакроевна, 22 года от роду, вот, грузинка, да, знаю несколько языков, и то не самых популярных, да, в мире. И все. Вот. Спасибо. Есть о чем подумать, есть о чем подумать. В общем, да. Большое спасибо. Мне очень рассказ был эмоциональный, как бы я его эмоционально воспринял, очень полезным. Будем думать дальше. Будем думать, Большое менять спасибо. или нет. Давайте, ребяточки, конвейером. Ладно, шучу. Но да, там есть много над чем подумать. Да, очень. Я очень рад, что эти темы, у меня эти темы очень, они вроде не касаются меня, они близки, но я думаю, что через них мы в том числе приходим к такому моменту, что у человека есть душа, и она гендерно-нейтральна. То есть обсуждаем там такой-сякой, 70 вариантов, Конечно. но потом это все стирается, и, может быть, мы начинаем обращать внимание на что-то за гранью гендера, да, глубже, может быть. Может Да. быть. Ну, просто человек, нужно понимать, что человек – это не о поле, да, не о его сексуальном влечении. Человек – это то, что вот делает его человеком, не знаю, его поступки, его желания, общие какие-то предпочтения, да, вот, ну, смотрите шире. Наша история, вот моя история, которую я сейчас рассказываю, я не для того, чтобы вам показать о трансгендерной жизни что-то, это можно увидеть и в интернете, и более подробно самому узнать, хотя да, я это сейчас и показала, а о том, что реально подумать о чем-то другом. Вот вы сейчас правильно это сейчас сказали, просто будьте добрее и поймите, что мы все одинаковые. Люди делятся только на два типа – плохой и хороший. Все. Брюнет он, блондин, высокий, невысокий, какой цвет кожи, размер глаз, не знаю, роста, ноги, 3 руки, 1 рука или без рук, неважно. Уважайте и помогайте. Вот, и все. Спасибо. Да, спасибо вам. Спасибо. Я думаю, у нас появятся еще вопросы. Я надеюсь, что мы как-нибудь еще поработаем вместе. Не знаю, может, в Инстаграме, в Ютубе, а может, еще как-то. Очень хочется продолжить. Спасибо. Все. Благодарю вас. Хорошего До вам всем свидания. вечера, дня, у кого что по времени. Спасибо. Тебе тоже, родителям побыстрее выздороветь. Все, спасибо большое. До свидания. Так, а как выходить-то? Сейчас. А там красная кнопка. Да, София, я сейчас выйти. закончу для всех митинг. Я просто тоже хотел тебе сказать большое спасибо. Мгм. Было очень информативно, очень интересно. На самом деле ты иногда даже отвечала быстрее на вопросы, которые мы хотели задать. Ты Ну с да. чата тоже ребята спрашивали вопросы, ты на них всех ответила. Вот, в принципе, все. Спасибо тебе большое. Да, Даня, спасибо большое тебе тоже. Не за что. Все, пока-пока. Все, всем пока.